Дэвид Малан, хорошо. Это CS50, и это 8-й недели. Так, за последние несколько недель мы сосредоточились на первой царапины. И тогда и сейчас, сегодня мы вообще ввести еще один язык. Что из Python? Действительно, хотя мы потратили все это время, говорим о C. И, надеюсь, понимание с первого этажа. То, что происходит внутри компьютера и как вещи работают. Реальность такова, что C наилучший язык, с которым, чтобы решить кучу проблем. Действительно, как вы сами возможно поняли. Тот факт, что у вас есть, чтобы манипулировать иногда память на самом низком уровне. Тот факт, что в любое время вы хотите, чтобы сделать что-то реальное сделать. Как увеличить емкость данных структура и расти строку. Вы должны сделать все, что работать самому. Означает, что C действительно создает целую умного работы для программиста. Но с тех пор с изобретением много лет назад. Мир не разработали ни количество новых языках. Языки более высокого уровня, если вы, что? Добавить функции, которые заполняют пробелы, и вообще, более эффективно решать проблемы. Итак, сегодня мы начинаем делать то, что переход. Мотивировав это буквально неделю назад с нашим взглядом на машинном обучении. Действительно, одним из инструментов, которые мы используем для этого разговора, был представить фрагменты этот язык, Python. Потому что на самом деле он гораздо больше хорошо подходит инструмент, чем-то похож на C. Но давайте начнем этот переход сейчас. Мы, конечно, начали этот разговор несколько недель назад, когда мы посмотрели на пустом месте. И еще, хотя вы, вероятно, нашли его довольно весело, довольно приветливые и довольно доступными, реальность был построен на пустом месте. Было довольно много функций, цикла и условия. И индивидуальные функции, и переменные, и любое количество других функций. То, что мы увидели через неделю в C, хотя и немного больше. Арсенали с более загадочным синтаксисом. Но выразительность царапина осталась в S. И действительно, даже сегодня, как мы переходим в совсем другой язык, вы увидите, что идеи остаются неизменными. И действительно, вещи только вам легче во многих отношениях сделать. Так мы перешли к C, сегодня мы переходим на Python. Итак, давайте, только как мы делали с нуля. Попробовать преобразовать одно языка на другой, просто. Подчеркнуть, что принципиально сегодня идеи меняются, просто. Способы его выражения. Так что, возможно, это была самая первая программа. Мы посмотрели в C, пожалуй, самый простой. А ведь тогда еще не было совсем немного накладные расходы. Ну, начиная с сегодняшнего дня, если вы хотели написать программу, которая делает именно то, что... Вуаля. В Python вы просто говорите, что вы имеете в виду. Если вы хотите напечатать «Привет, мир», вы буквально в программах на Python. Собираетесь писать печать и открыть в скобках в кавычках. «Здравствуй, мир». И вы даже можете пропустить точка с запятой, что может. Повесили тебя так много раз. Теперь в действительности, вы часто будете видеть немного другая парадигма. При написании простейших программ. Вы можете на самом деле увидеть некоторые упоминания о главной. Но получается, что основная функция фактически не требуется в Python. Как в C, вы можете просто писать код и просто идти с ним. И мы сделаем это рукина, только немного. Но вы найдете, что очень распространенная парадигма. Это на самом деле есть код как это, где вы делаете. В самом деле, определим функцию с именем main. И, как мы скоро увидим через несколько примеров, это как сейчас вы определяете функцию. Вы буквально говорите «dev» для определения «основной». Если это имя функции открытая скобка, рядом парень, а может 0 или более параметров в нем, а затем двоеточие. И отсутствие фигурных брекет, с которыми вы могли бы сейчас. Стало так знакомо. Но затем с отступом под как правило, здесь 4 пробела. Будет код, который вы хотите выполнить. И мы вернемся к этому в ближайшее время. Но это всего лишь общая парадигма для обеспечения. Что по крайней мере одна функция веб-программы на Python называется по умолчанию. И по соглашению, мы будем видеть это называется основной. Но реальность такова, что программа сейчас может быть так просто, как это. Так давайте перегонять некоторые основ. Что мы впервые увидели в пустом месте, потом увидел в C, и теперь вижу в Python, а также. Так что в Python есть функции, и это так же как то называются методами, но более. О том, что когда мы говорим о объектно-ориентированное программирование. Но функция в C для печати «Привет, мир», возможно, выглядела так. Обратите внимание на printf для печать форматированная строка. Обратите внимание на слэш, что там внутри. Обратите внимание на точку с запятой. В Python это действительно происходит быть немного проще. Мы сможем определить, что именно к этому. Поэтому мы не собираемся использовать функции printf, мы просто собираемся использовать печать. Не мы, оказывается, должны иметь обратная косая черта в этом примере n. Вы собираетесь получить это бесплатно. Просто позвонив печатать собираетесь, чтобы получить пустую строку печатается. И нам не нужен точка с запятой в конце. Ну, насчет петли. Ну, в нуля, мы был повтор блока. Мы навсегда блокировать и некоторые другие конструкции по-прежнему. В C у нас были такие вещи, как циклы и циклы while и do while циклы. Ну, давайте сделаем несколько преобразований. В C, если вы хотели сделать что-то навсегда, как печать «Здравствуй, мир», еще раз. И снова, никогда не останавливаясь, по одному в строке. Вы могли бы использовать цикл while, как это. В Python вы собираетесь делать что-то очень похожее на дух. Но это будет отформатировано немного по-другому. Мы по-прежнему имеем доступ к в то время как ключевое слово. Логическое значение true теперь с большой буквы. И снова, вместо того, чтобы использовать фигурные скобки, вы собираетесь использовать двоеточие в конце этого заявления.
И тогда отступ весь код под то, что вы хотите, происходит циклически. И опять же, мы позаимствовали печати «Здравствуй, мир» от «ида». Так что никакой запятой нет. Нет и нет обратного слэша «n» требуется. Между тем, если бы у нас был цикл for C, что мы хотел сказать печати «Здравствуй, мир» в 50 раз, мы могли бы использовать довольно общая парадигма такой. Ну, в Python вы можете сделать это в любом числе путей. Но, пожалуй, одним из самых распространенных сделать что-то наподобие этого. В буквальном смысле сказать «для я в диапазоне 50» подробнее об этом в момент. А затем напечатать «Привет, мир». Так это, короче, силы нотации. И это, пожалуй, первый экземпляр, когда вы действительно увидите, насколько педантичен. Сколько сбила барсовая точка, в то время как в Python вы просто, наверное, с высшим частоты просто сказать, что вы имеете в виду. Так что для предполагает зацикливание построить здесь. Я объявляет неявно переменной, которую мы собираемся использовать. И то, что вы хотите мне быть. Ну, вы хотите быть в диапазоне от значения от 0 до, но исключая 50. Итак, вы хотите, чтобы перейти от 0 до 49 эффективно. И как вы можете выразить, что здесь происходит следующим образом? Вы называете этот диапазон функции, которая дает вам, по сути, последовательность чисел, начиная с 0, затем 1, затем 2. А потом 3 вплоть до 49. И на каждой итерации этого цикла разве я вам присваивается это значение. Так функционально, что мы просто сделано это равносильно тому, что мы только что сделали здесь, но он делает это в более подходящий для Python способ, если вы будете. Мы не имеем доступ к что же для строительства. Как мы это делали в C, мы на самом деле есть что-то. Это немного легче, когда вы привыкнете к нему, чтобы использовать. Теперь, как о переменных. Ну, напомним, что в нуля у нас было переменные, эти маленькие оранжевые блоки. И мы не должны беспокоиться о типе. Мы могли бы просто поставить в номера или другие подобные вещи в них. А потом в C мы должны были начать заботиться об этом. Но у нас были логические и у нас были поплавки, и мы имели двойников, и символов, и строки, и таскует, и несколько других еще. Ну, в Python мы все равно будем иметь ряд типов данных. Но Python это не так строго типизированный, так сказать. Тогда как в C языках, как и немногие другие. Вы должны знать и заботиться, и говорит компилятору, что тип значения. Какая-либо переменная. В Python эти типы существуют. Но язык это еще слабо типизированный, как у нас говорят, когда они имеют типы. Но вы как программист не придется беспокоиться об их указании. Немного более похожим на наш мир с нуля. Итак, в то время как в C мы можем объявить целое число, называемое I назначен. Его начальное значение 0. Мы могли бы использовать синтаксис, похожий на этот. В Python это будет похож в духе, но чуть более емкий. Опять же, просто сказать, что вы имеете в виду. Я получаю 0. Без запятой, не упоминания о типе. Но поскольку Python поддерживает цифры, это... Поймите, это 0 выглядит как целое число, целое число. Я собираюсь определить, в конечном счете я как быть типа int. Между тем мы имеем логическое выражение в Python, а также. И это на самом деле прекрасно перевести. Если у вас есть выражение в тестировании или я меньше 50. Это то же самое в Python, а также. Вы буквально использовать тот же синтаксис. Если же вы хотите вообще сравниваем две переменные, просто. Как мы делали несколько недель обратно в C, вы можете сделать x меньше, чем y, точно такой же код в Python, а также в C. А как насчет условий? Так что условия эти приходы. Где мы можем идти по этому пути или может таким способом или другим способом. Так это пресловутые развилки дорог. Ну, в C, если вы хотели, чтобы иметь, если заявление о том, что имеет 3 различных ветвей, вы могли бы сделать что-то подобное. И как вы можете вспомнить, эти фигурные скобки не являются строго обязательными просто потому, что мы. Одна строка кода вложен это, если, и одну строку кода. Под этим другое, если, и одна строка кода, под это еще. Технически, и вы, возможно, видели в этом разделе или других ресурсов. Вы вообще можете опустить все эти фигурные скобки, которая должна быть справедливой. Делает код выглядеть немного более компактный. Но логика очень проста. И мы увидели похожие желтовато-блоков в скретче. Теперь в Python идея будет точно так же. Но некоторые из синтаксиса будет немного по-другому. Поэтому, если мы хотим сказать меньше, чем y, то говорят. Но нам не нужны скобки. В самом деле, если они не добавят что-либо логически, мы только собираемся начать, опуская их вообще за ненадобностью. У нас есть толстая кишка, которая необходима в конце линии. У нас есть последовательное вдавливание. И те из вас, кто не обязательно. Было 5 пятерок за стиль, понимаешь, что в Python язык дизайна собирается обеспечивать необходимость отступа. Так что на самом деле, я вижу себя немного лицемерно здесь, как я непоследовательно. Отступ — это фактически код. Так этого не будет на самом деле правильно работать, потому что я использовал переменный интервал. Так что Python не понравится. И в самом деле, вот почему я сделал это ошибиться здесь этот момент. Так что вы на самом деле должны соответствовать, чтобы через 4 пробела или какого-то другого. Но будучи последовательным в конечном счете. Так что обратите на это внимание. Это не опечатка. Я не делал это много здесь ошибки. Elif. На самом деле ключевое слово мы используем, чтобы выразить «иначе если».
Так что это просто новое ключевое слово, что мы имеем в Python. Опять же, концовка та же линия толстой кишки. И вот тогда, логически, это третий и последний случай. Остальное, если не меньше, это не более. Он должен на самом деле быть равными. Таким образом, мы использовали печатать, как раньше выразить эти три возможных выходов. Насчет массивов. Ну, царапина была, что называется, списки, которые мы, по сути, отождествляются с массивами, даже хотя это было немного преувеличено в то время. Python также эффективно то, что мы были через is. Должное теперь си, что массивов. Но, оказывается, в Python мы начнем называть их списки. И они гораздо проще в использовании. На самом деле, все это низкоуровневое управление памятью. Для того, чтобы выделить и перераспределить и изменить размер. Массивы потенциально, если вы хотите увеличить или уменьшить их, все это выходит окно. И действительно, это характеристика часто в высокоуровневых языков вроде Python. Это большой этой функции, встроенной в язык. В отличие от вас, программиста, необходимости осуществления этих низкоуровневые детали. Так, например, в то время как в C, в частности, в главной функции. Мы использовали в течение некоторого времени AGDU, что является векторного аргумента или массив аргументов в командной строке. Вы можете получить доступ к первому из тех. Argv 0. Мы собираемся, что же синтаксическую функцию. Мы собираемся открыть, в частности, AGDU немного по-другому через объект. Называется sys. Так sys.agdu, как мы увидим, это будет синтаксис. Но эти квадратные скобки останутся. И идеи массивы, теперь называются списки, останутся также. Так что немного разных в Python. Мы собираемся видеть целая куча примеров. И действительно, мы будем переносить, так говорить, конвертировать или переводить некоторые из наших предыдущих с примерами на языке Python. Но какая ментальная модель, что вы должны иметь для Python? Ну, все это время мы описано, как составляется. Для того, чтобы написать и использовать в программе, вы должны написать исходный код. И вы должны спасти файл чем-то .s. А затем вы должны запустить что-то вроде лязг чего-то .s с целью вывода из исходного кода машинный код. И тогда машинный код, нулите, что от Intel обычно внутри процессора, понимают, на самом деле может быть запустите двойным щелчком или делать /a.s. Или любой программы имя на самом деле. Итак, как вы уже поняли, это становится довольно утомительным со временем. Каждый раз, когда вы делаете что-то изменение в код, вы должны перекомпилировать его с лязгом или сделать вообще и запустите его. Чтобы внести изменения, скомпилировать, запустить его. Внести изменения, скомпилировать, запустить его. Не было бы неплохо, если бы мы могли уменьшить эти числа шагов. Почему-то только исключение о этапе компиляции. И действительно, функцию, которую вы получаете с много высокоуровневых языков, как Python, и JavaScript, и PHP, и Ruby, является то, что они могут быть истолкованы. Так сказать. Вам не надо так волноваться о составлении их самостоятельно. А потом, запустив полученный машинный код, можно просто выполнить одну команду, чтобы запустить вашу программу. И есть намного больше происходит под капотом, как мы увидим. Но, в конечном счете, если бы у нас была программа, которая выглядит как это. Просто функция называется главное, как мы видели ранее. И мы увидим еще несколько примеров только это. Что просто выводит «Здравствуй, мир», получается. Что вы можете запустить эту программу в несколько различных способов. Мы можем либо в духе и с лязгом, где в C. Мы побежали лязг привет.c и затем /a.s в Python. Если эта программа хранится в файле hello.py, где .p является общим расширением для любых программ, написанных на Python, мы можем выделить эти два шага, как мы скоро увидим, в одну. Вы запускаете программу под названием Python, который называется интерпретатор Python. И что это делает под капотом для вас? Он компилирует исходный Python-код в нечто, называемое байт-код. А затем приступает к интерпретации, что байт-код сверху вниз, слева направо. Так это нижний уровень деталь-реализации. Что мы не будем, чтобы беспокоиться. Потому что на самом деле один из особенностей такого языка — это то, что вам не нужно, чтобы беспокоиться об этом. И вам не нужно, что средний шаг для того, чтобы скомпилировать ваш код. Но любопытно, что будет произошло под капотом это. Если у нас есть функция, как это просто напечатать «Привет, мир», и мы запустить его через TO команду Python, что происходит под капотом, что преобразуется сначала в то, что называется байт-код, что довольно эзотерически выглядит. Немного что-то вроде этого, что вы на самом деле сами можете увидеть, если вы запустите Python с соответствующими командами. И то, что на переводчик делает. Он читает такого рода кода сверху вниз. Слева направо, что мы, программисты, не придется беспокоиться насчет того. На самом деле сделать ваши программы работает. Поэтому вы часто будете слышать, что это интерпретируемый язык. И что-то на самом деле. Но там действительно может быть этот этап компиляции. И это на самом деле зависит от реализации на Python. Что вы используете или даже компьютер, который вы используете. И действительно, что мы теперь начинаем понимать. Это дихотомия между тем, что это значит быть язык. И что значит быть программе, как эта штука на Python. Python это язык. C это язык. UCLENG это компилятор.
Python тоже не просто язык, но программы. Что понимает, что язык иначе известный как переводчик. И поэтому в любое время вы видите меня, начиная выполнить команду Python, как вы. Тоже для будущих устанавливает проблему вы будете интерпретацией языка. Исходный код, который вы написали. Все правильно. Так что давайте идти вперед и сделать переход в коде из мира в мире Python. И, чтобы помочь получить нас там, давайте вернуть только временно некоторые учебные колеса рода реинкарнации. CS50 библиотеки от SIDA, которые мы сделали для вас. И мы не будем смотреть на низкого уровня реализации. Подробности того, как это работает. Но позвольте мне предложить, что в крайней мере, по части сегодняшнего рассказа, мы собираемся иметь доступ к по крайней мере, несколько функций. Эти функции будут называться getchar, getFloat, метода getInt и getString, как те, с которой уже знакомы. Синтаксис, с которым мы к ним собирается. Чтобы быть немного отличается в этом случае. По соглашению, мы собираемся CS50 не сказать .getchar, CS50 не .getFloat. И так далее, чтобы дать понять, что это не глобально. Функции, которые могли бы даже прийти с языком, потому что они не. Скорее, это внутри модуля, так сказать. Что CS50 писал, что реализует именно эту функциональность. Мы скоро увидим, что Python имеет в крайней мере эти типы данных значений. True или false, в результате T и, в свою очередь, F, должны быть оприходованы в Python, в отличие от Z. Поплавки, которые собираются дать реальные цифры в США, с плавающей точкой. Значение с десятичной точки, int собирается дать нам целое число. И str или string, который будет, чтобы дать нам строки, которые мы сейчас пришли, знаем и любим. Но достаточно хорошо, вы можете начать снова думать. Строки как абстракция, потому что это на самом деле то, что называется класс, который имеет нововстроенной функциональностью. Больше не будем придется беспокоиться об управлении. Память для нашей строки под капотом. Теперь Python, понимаешь, также поставляется с куча других функций, некоторые из которых мы увидим сегодня. Вы на самом деле можете представлять комплексные или мнимые числа. В Python изначально в сам язык. У вас есть понятие списков, как мы уже упоминали раньше. Аналог массивов C. У нас есть вещи, называют кортежи, так что если вы когда-либо видел как координаты XY или какой-либо групп ценностей в реальном мире, мы можем реализовать те на Python диапазонов, которые мы увидели мельком, которые, посредством которого вы можете определить диапазон, что начинается при каком-то значении и заканчивается в какой-то стоимости, которая часто полезна при подсчете, скажем, от 0 до 50. Набор, который, как в математике, позволяет вас есть коллекции объектов. И вы не собираетесь есть повторяющиеся, но это будет очень легко проверить или что-то в этом наборе. А потом диктили словарь, который фактически будет очень просто хэш таблицы. Но об этом немного позже. И это лишь некоторые из им, что мы скоро увидим. Так что давайте теперь отмотаем время назад в время и посмотрим. Назад на неделю и, возможно, это первый и простой пример, который мы когда-либо делал. Который здесь называется «Привет.с». А между тем, позвольте мне идти вперед здесь на правой стороне. И создать новый файл, который я собираюсь идти вперед и позвонить hello.py. И здесь я собираюсь идти впереди писать эквивалент на языке Python. Программа для программы C слева. Напечатать «Привет, мир». Сделано. Это первый из нашей программы на Python. Теперь как мне запустить ее? Нет лязгом шаг. И это неправильно делать просто /hello.py. Потому что внутри этого файла это просто текст. Это просто мой исходный код. Мне нужно как-то интерпретировать этот код. И вот где программа на Python приходит. Я собираюсь просто сделать пространство Python hello.py. И мне не нужны ./ в данном случае. Потому что hello.py предполагается в текущем каталоге. Нажмите Enter и вуаля. Вот моя первая программа на Python. Так что я не положил здесь любое упоминание о главном. И просто чтобы быть ясно, мы могли бы, опять же, общие конвенции в Python, особенно, как программы получить чуть сложнее. На самом деле сделать что-то вроде это, для определения функции называется. Главное, что требуется, в этом случае никакие доводы, и потом ниже. У этой линии очень многое копируется. Если name равен, равна, подчеркнуть, главное, подчеркивание, двоеточие. Затем вызвать главного. Так что на самом деле происходит здесь. Короче говоря, это линия 4 и линия 5 — это просто быстрый способ проверки. Это имя файла по умолчанию цитата, конец цитаты, главное, с подчеркиваниями. Там. Если это так, идти вперед и просто вызывать эту функцию. Сейчас, как правило, мы не будем заморачиваться, пишу наши программы, как это, когда он в действительности не необходимо. Но понимаете, все эти 2 строки кода. Это гарантирует, что если у вас есть функция, называется главное в вашей программе, это просто будет называть его по умолчанию, это не происходит автоматически. И действительно, если бы я просто написал «Привет, P как это» и дал его основная функция. Дал ему код, как напечатать «Привет, мир». Но не скажу Python на самом деле назвать главной. Я могу запустить программу как это, но на самом деле ничего не случится. Так что имейте это в виду, как потенциальный попался. Как вы начали писать эти вещи самостоятельно. Ну, а теперь давайте посмотрим на другой программы у нас было в неделю 1.
Это можно было, я делаю это в строку .c. Так, в строку .c, чего мы вводим CS50 библиотеки в C. И мы также ввели из его функции getString. И чтобы использовать его, мы должны были объявить переменной, как типа string. А потом назначить его возвращаемое значение метода getString. Ну, давайте идти впереди сделать эту же программу. В Python, это время назвав его string.py. И я собираюсь идти вперед сейчас и включаю CS50 библиотеки. Но синтаксис этонемного отличается в Python. Вместо фунта в том числе вы делаете импорт CS50 не. И вот он, не угловые скобки, не цитаты, нет .h или что-нибудь подобное. Мы предварительно установлен в CS50 для CS50 библиотеки для Python. И что будет, а теперь позвольте мне сделать это. CS50 не получает .jet подчеркивание напечатать «Привет, мир». И мы будем заполнять это в мгновение пустое. Но давайте сначала посмотрим, что происходит. На линии 3 вот, я объявляю переменной s на левой. Я прямо не упоминаю его тип, потому что Python будет выяснить, что это. На самом деле строки, потому что функции на правой стороне. Знак равенства, CS50.getString, и для возврата к значению типа string. Сейчас, кстати, в C мы продолжали называть эти функции. И действительно, они до сих пор. Но технически, если у вас есть функция, как getString в данном случае, что находится внутри объекта, это внутри того, что называется модуль в Python, как модуль CS50. Вот, теперь мы можем начать называть подчеркивание string как метод, который просто. Значит, это функции, связанные с какой-то контейнер в данном случае. Эта штука называется CS50 не. Сейчас, к сожалению, эта программа, конечно, это неправильно. Если я делаю на Python пространство string. Затем вы видите свое имя, Давид. Это все равно просто говорит «Привет, мир». Так что я нужен способ, подставляя в мое имя здесь. И оказывается, есть несколько различных способов, чтобы сделать это в Python, некоторые из которых более устаревшие, чем другие. Так, короче говоря, есть по крайней мере две основные версии. На этом языке Python сейчас. Есть Python 2 и Python 3. Теперь получается ему не говорить об этом в мире. Есть разные версии S. Мы в CS50 в целом. Использую с 11 версии, которая была версия 2011 года, который просто означает, что это самая последняя версия о том, что мы, случается, используют. По большей части, что не имело значения в Python, это на самом деле. Получается, что изобретатели сообщества вокруг Python решил за последние несколько лет, чтобы изменить язык в достаточно способов, что они не критические изменения. Они не назад совместимы, что означает, что если вы писали код в версии 2 в Python, это может не работать в версии 3. И, к сожалению, об версиях языка были сосуществующие в течение некоторого времени такие, что есть огромное сообщество, которое до сих пор использует Python 2. Существует растущее сообщество, что использует Python 3. Так что мы оставимся, по крайней мере, насколько это возможно, мы для целей класса. Буду использовать Python 3. И по большей части, если вы изучение Python впервые, это не имеет значения. Но понимают, к сожалению, что когда вы смотрите вверх, ресурсы в интернете или гуглить, вы очень часто будете находить старых примеры, что не обязательно работать, как предполагалось. Так что просто сравните их с теми, что мы закончили в классе и в секции. Все правильно. Так что, как говорится, давайте идти вперед и заменить моим именем то, чего я собираюсь сделать довольно странно с двумя здесь фигурные скобки. И тогда я собираюсь сделать это. Точка формат открытый парень, с рядом парень. Так что здесь происходит? Ну, получается, что Python, в кавычках, что-то, действительно является строкой или технический объект улица тип. И получается, что вы в много более высоком уровне. Языки, предметы, как я продолжаю звонить их, имеют встроенные функциональные возможности. Таким образом, строка не просто последовательность символов. Это уже не просто адрес байт из памяти в конце концов прекращается. С обратной /0. Там на самом деле намного больше происходит под капотом, что мы действительно не волнует. Потому что это действительно хорошая вещь. Теперь мы можем действительно думать строки в Python, как абстракция для последовательности символов. Но запеченная в нее, если вы будет, целая куча из дополнительных функциональных возможностей. Например, есть функция, которая является метод, называемый формат, который приходит теперь со строками. И это немного странно называть их таким образом. Но обратите внимание на сходство. Просто как CS50 библиотеки или модуля или действительно объект имеет внутри него метод getString или функция, а не строка. Как в кавычках, любой, построили внутри нее. Метод или функция называется формат. И как вы уже догадались, его цель в жизни это просто формат. Вещь слева. Так вы привыкнете к этому формату, и это не каламбур.
И есть другие способы сделать это еще, но мы понять, почему это полезно в минутку. Сейчас это просто выглядит как смехотворной излишне сложный путь. Затыкать имя, чтобы просто сделать это. Если я типа мое имя Дэвид и нажмите Enter, теперь я получаю «Привет, Дэвид. Точка». Но поверьте, что это будет полезно, как мы начинают использовать и другие форматы файлов по-прежнему. Теперь как в сторону, так что мы не просто сняли колеса и теперь, поставив их обратно на вас просто ради Python. Позвольте мне подчеркнуть, что мы можем на самом деле именно реализации этой программы. Таким же образом, не используя ничего CS50 в специфика использования встроенных функций. Как функция ввода в Python версии 3. Функцию ввода при необходимости принимает строки внутри скобок. Но если я исключаю, что это просто собираюсь попросить какой-то текст, и здесь я могу сделать это сейчас. Если я запускаю python-string.py и типа во имя мое, он все еще работает. И если я на самом деле делать что-то вроде в этом случае имя пространства толстой кишки, сохраните файл. И запустите его, теперь и получить приглашение бесплатно. Так вот, слишком супер простой пример. Но в то время как все, как правило, мы бы пришлось добавить, что строки с помощью функции и снова по мере необходимости петли. Здесь мы можем просто подскажите, как только с помощью функции ввода. И вернуть значение, все в то же время, как говорят, имя забыло здесь. Поэтому мы используем только CS50 библиотека для сегодняшних целей, чтобы показать эквивалентность некоторые из наших с примерами. По сравнению с этими Python на примерах. Но это ни в коем случае надо, просто дает нам немного больше функциональности, что полезно. Например, если я напишу программу очень похожа на эту. Напомним, на обратном пути, когда мы программа на C, которая просто есть int. От пользователя и печатных это, позвольте мне на этот раз. Создайте новый файл с именем int.py. И внутри него импортировать CS50 библиотеки, которые также имеют функцию с именем CS50.метода getInt. А потом используйте эту функцию, чтобы просто скажем, print, цитата, конец цитаты, привет. Открытая фигурная скобка, закрытые фигурные скобки, точка, формат я. Сохраните этот файл. Запускать python-int.py. Я могу ввести число, например, 42. И вуаля. Теперь мы использовали сделать int. А теперь давайте на самом деле что-то формат. Вы вспомните, что в мире S у нас были некоторые проблемы неточности. Итак, напомним, что это программа, в которой напечатано значение 1/10 до 55 десятичной. Мест, на самом деле недоходность 0.1000000 до бесконечности. Как меня учили в школе. Вернее, мы увидели рвение главы неточность. Согласно значений с плавающей точкой, все были не представлены бесконечно точно. В самом деле, давайте сделаем это. Imprecision.py должно быть имя этого файла. И знаете, что? Я даже не нужно писать много кода здесь. Я просто собираюсь идти вперед и распечатайте, так или иначе. Значение, как, скажем, 1 делится на 10. Позвольте мне идти вперед и спасти. Запустить Python из imprecision.py. И я получаю 0.1. Так что это довольно интересно. И в самом деле, это показательно особенностью языка Python. Но я не хочу видеть просто одного знака после запятой. Я хочу сделать эквивалентис %.55f, как мы видели в C. Это почти то же самое в Python. Но вместо того, чтобы использовать знак процента, я вместо того, чтобы использовать двоеточие. А теперь обратите внимание, внутри всего этого просто 0.55f предшествовать эту кишку. Так это почти точно то, что мы делали раньше, но с немного больше конкретики. И теперь я снова вижу, что смешно обидна неточность в конце концов, который мы также видели в C. Так получается в Python та же только конечное число битов. Обычно используется для представления значения с плавающей точкой. Так что нам еще есть, к сожалению, этот вопрос неточности. Но что мы, кажется, не иметь что-то. Что мы споткнулись несколько недель назад. И в самом деле, причина в версии C я сделал 1.0 делится на 10.0 было. Почему я не просто делаю 1 разделен по 10 в версии C? Что случилось? Так, насколько я помню, если брать интервал в C, а затем разделить его на int в C, ты вернешься int в точка, к сожалению, 1 разделить на 10. Должно быть 0.1. Но это не int. Это значение с плавающей точкой. Также мы решаем эту проблему с усечением целых чисел. При этом, если у вас значение 1, деленное значение 10, оба из которых являются int, вы собираетесь вернуться в int. Ближайший int после выбросить все. После десятичной точки, которые, к сожалению, был бы 0, если бы я не вместо того, чтобы определить их как поплавки. Но, похоже, что на самом деле это исправил. В самом деле, одна из особенностей в Python 3 является устранить именно этот
В течение многих лет мы все приходилось сталкиваться с тем, что целое число делится на целое число, это, по сути, целое число, и поэтому математически неправильный, потенциально. Ну, получается, что было исправлено так и, что сейчас 1 делится на 10. Дает вам значение, которое вы на самом деле ожидал, нет, в самом деле, 0. Но что это фактически означает? Позвольте мне идти вперед и открыть пример, что я написал заранее, этот. Быть перевод того, что мы не видел некоторое время назад, как это. Вы помните, что в версии мы писали несколько недель назад. Мы просто проверили оператора плюс в C, оператор вычитания, умножение, деление и долю на остаток. Ну, получается, что мы можем сделать что-то почти точно Python. Вот если мы посмотрим на int.py. Но заметьте, что так же, как я немного изменил программу, чтобы использовать это CS50 библиотеки для Python, чтобы получить значение x здесь, чтобы получить значение y здесь. Заметите, что есть один дополнительный пример здесь. Я по-прежнему демонстрирую плюс. Я по-прежнему демонстрирую минус умножение, деление. И что это? Так получается, что в Python 3, если вы хотите старое поведение, и вы на самом деле хотите сделать целое разделение такое, что вы не только разделите, но фактически полстоимости до ближайшей int ниже его, вы можете использовать этот синтаксис, что несколько странно. Возможно, похоже на комментарий в C. Это не комментарий в Python. На самом деле, в Python, как вы, возможно, уже догадалась, комментарий обычно начнется с помощью всего одного символа. Но есть и другие способы делать также комментарии. Но обратите внимание на один курьез тоже. Эта программа не распечатать новых строк при выполнении запроса пользователя. В самом деле, если я запускаю эту программу, позвольте мне идти вперед и запустить этот пример, который опять-таки называется int.py. Обратите внимание, что он предложит мне для int x и int в год. И я поставить новые линии. Они не напечатаны для меня. И тогда мы получаем ответы, что мы будем надеяться и ждать. Но что здесь происходит? Ну, в предыдущих примерах я сошло с непомощью слэш-н. С одной стороны, это хорошо. Я не помню, это гораздо раздражает то, что часто вы могли случайно пропустить. И поэтому ваш быстрый заканчивается на той же строке. И просто вещи выглядят неправильно. К сожалению, цена, которую мы платим небольшая, не нужно звонить в слэш-п в порядке. Получить новую строку из печати функции, если вы не хотите, что? Халява, если вы не хотите что слэш-н, к сожалению. Вам придется пройти второй аргумент функции печати. В Python, который переопределяет то, что линия по умолчанию концовка. Так что если вы хотели бы становиться по умолчанию слэш-n бесплатно, если вместо этого я говорю запятой в конце равно, цитата, конец цитаты, ничего. Это означает, что в Python не использовать по умолчанию слэш-n. Вместо этого не выход вообще. Так что это компромисс. И снова, как вы могли почерпнули из недавнего испытания, есть такая тема компромиссы. Так что даже с точки зрения юзабилити язык, может быть этот компромисс. Если вы хотите одну функцию, вы можете придется отказаться от некоторых других. Так давайте свяжем все вместе и совместно реализовать программу. Для температуры следующим образом. Позвольте мне идти вперед и создать файл, называется температуре.py. И это просто я хочу, чтобы использовать для преобразования. Говорят, Фаренгейта в градусы Цельсия для преобразования двух температурах. Я собираюсь идти вперед удобства и использовать библиотеку в CS. Я собираюсь объявить переменную, которая станет, как мы увидим, тип float с помощью CS50.getFloat. И теперь я объявляю, что другой переменной C по Цельсию, это будет равно 5 разделить в 9 раз f в минус 32. Я уверена, что это формула для пересчета Фаренгейта в градусы Цельсия. А потом я собираюсь идти вперед и распечатать. Не с printf, но при печати, как показано ниже. Я собираюсь иметь некоторые заполнители есть форматирование этой переменной C. И что же я на самом деле хочу поставить здесь? Ну, если я хочу идти вперед и формат до одного десятичного знака, я буду использовать .1f. Давайте идти вперед и запустить на температуре.py. Вот. Давайте типа при температуре как 212, 100 по Цельсию. Давайте типов только другие температуры я действительно знаю, 32, 0 по Цельсию. Поэтому мы сделали преобразование. И у нас не было беспокоиться почти столько же, как мы делали несколько недель назад, а все вопросы целых чисел. Будучи усечены, когда вы разделите. Все правильно. Итак, давайте не так много внимания по математике и операторов. Давайте на самом деле сделать немного логики посредством этого примера. Обратно. У нас был пример в C, называется логично точка, который просто сделал это. Он попросил у меня голец. И он хранил его внутри. И на самом деле, это. Может быть это, голец получает чар. И тогда я сравнил, что чар C против G буквы G или строчные.
И если они совпали, я напечатал «да». В противном случае, если он был столицей нелистрочной буквы «Н», я напечатал «нет». Еще, я просто сказала в ошибке. Так что это просто произвольная программа, которая предназначается для оценки. Я типа «да» или «нет», эффективно ЕГЭ первая буква капитализируется или иначе. Давайте идти вперед и порт этот перевести это на Python следующим образом. Позвольте мне идти вперед и создавать новый файл сюда. Мы называем это logical.py. И я собираюсь идти вперед, когда импорт CS50 библиотеки. Но опять же, вы могли бы просто использовать встроенная функция ввода для этого. Но по крайней мере, я точно, чтобы получить именно тот тип данных, что я хочу. CS50.getchar. И тут, я собираюсь сейчас сказать, условиях. Так помню синтаксис раньше. Вы можете быть склонны начать говорить, если открытая скобка. Но нам не нужно это здесь. Вместо этого мы можем просто сказать, если C равно да, или C равен Y. А затем пойти дальше и напечатать «да». Сейчас это кажется просто смешным. Все эти недели, и, наконец, может действительно просто сказать, что вы имеете в виду. И действительно, в Python нет будет тот же двойной вертикальный бар. Или двойной амперсант, который мы использовали теперь в течение некоторого времени, чтобы выразить или «и». Скорее всего, мы действительно можем типа это больше похоже на английское предложение. Он еще несколько загадочным, чтобы быть, конечно, но по крайней мере есть меньше беспорядка. Больше нет необходимости скобки. Нам не нужны фигурные скобки даже. Нам не нужна вертикальная бар или амперсант. Мы можем просто использовать слова, с которыми мы больше знакомы в реальном мире. Но заметьте тоже, что я сделал что-то неуловимо отличается от C. В версии C, чтобы сравнить это переменное C от D. Заглавными буквами или строчной, я использую одинарные кавычки. Почему был? В C вы на самом деле тип данных называется голец. И это принципиально в отличие от строки. Так что если я проверяю значение типа char против некоторые жестко закодированные значения, я должен использовать одинарные кавычки, чтобы сделать понять, но, что это всего лишь один из эски. Байт, капитал Г или строчная Г. Это не столица Г/0. Это не строчная Г/0. Это просто один байт, что я пытаюсь сравнить. Но оказывается в Python, там действительно нет такого понятия, как единый шар. Если вы хотите такого персонажа, как капитал или строчные буквы Г, это нормально. Но вы собираетесь получить весь строка только с одним. Персонаж его плюс все остальное скрыто внутри объекта строку Python. Но что это означает для нас является то, что мы не должны беспокоиться, как много. Является ли это char? Это строки. Просто сравните его в более интуитивным способом. На самом деле, кроме того уведомления, что я не использую. В C, когда мы начали для сравнения строк, мы использовали такие вещи, как или строку сравнить. Не более. Вы хотите проверить два строк на равенство. А C на самом деле от пользователей равен G с большой буквы или строчной. Мы можем просто двойная кавычка это такой. И по сути, получается, что это не важно в данном контексте. Могу ли я использовать двойные или одинарные кавычки? Вообще в Python вы на самом деле можно использовать любой. Я просто принять вот эту привычку и все эти примеры. С помощью двойных кавычек, если только потому, что они идентичны тому, что мы сделали в CS50 для СНО, понимают, что оба эти правильно. Стилистически, как правило, просто быть в соответствии с уважением к себе. Все правильно. Так давайте сделаем еще один пример и начать строить на изысканность. Потому что это не все, что впечатляет. И на самом деле, это, конечно, это еще не сделано. Еще если C равна n или S равна строчной n. Затем я собираюсь идти впереди распечатаешь, упс. Не с printf, но нет. Еще, двоеточие, я ошибка в печати. Чуть не забыл закончить свою мысль. Поэтому программа была настолько коротким. Сейчас это почти так же долго, хотя опять же, если вы игнорируете фигурные скобки. Это почти такой же длинный. Просто немного синтаксически проще. Все правильно. Так давайте строить что-то немного больше. Интересное в интересах дизайна. Поэтому несколько недель назад мы ввели это пример на C, цель которых в позитивной точке было внедрение программы, которая не просто получить int от пользователя. Он получает положительное целое число. И это было полезно возможность пути назад. При реализации пользовательского функции нашего собственного. Функции, которая у нас была в нуля. Но это тоже было приятно способ абстрагирования от. Что значит быть положительный int, потому что мы могли бы использовать вам int под капотом, но не обязательно заботиться о нем. После этого. Так, C, напомнить несколько деталей. Нам нужно не только наши заголовочные файлы наверху, но мы также нуждаемся в этом перед декларацией. Нам нужен этот прототип в верхней части файла. Потому что C собирается читать все сверху вниз, слева направо. Так что нам лучше расскажи лязг или что компилятор, который мы используем о функции. Прежде чем мы используем его в сам код.
Теперь у меня есть int при получении положительного int. И тогда я просто идти впереди распечатать эту информацию. Так что реальная магия ниже пролома. Вот когда мы реализовали получить положительный int. И чтобы сделать это, все заметите несколько особенностей. 1. Мы объявили ее как функцию, получим положительный int, который не принимает никаких аргументов. И возвращает целое число. Внутри того, мы объявили переменная n выходит за рамки. Делать во время цикла, потому что мы хотим существовать и здесь, и здесь. Как хорошо, когда мы на самом деле, наконец, вернуть его. И тогда в этом ничего, в то время как цикл, мы просто держали. Донимая пользователя так долго, как он или она дал нам значение, которое меньше, чем 1. Так что не положительный. А затем мы вернули его и распечатал его. Попробуем теперь все это в Python. В Python, позвольте мне идти вперед, теперь и выполните следующие действия. Я собираюсь создать новый файл, называется positive.py. Я собираюсь идти вперед и импортировать CS50 библиотеки, как и раньше. И я собираюсь идти вперед и определить ее основная функция не принимает аргументов. Мы не собираемся беспокоиться об аргументах командной строки. И действительно, даже когда мы собираемся беспокоиться о них, мы не собираемся объявлять их внутри этих скобок больше. Теперь я собираюсь идти вперед и получить положительный int. И теперь я собираюсь идти впереди распечатать на принтере, с печатью. Заполнить L является положительным целое число, закрыты кавычки. И тогда я буду делать в формате затык в том, что значение. Итак, позвольте мне сжать экран здесь немного, так что вещи подходят немного лучше на питоне стороны. И сейчас это главное. Нет фигурных скобок. Я просто отступы для того, чтобы теперь начала моей следующей мыслью, которая будет этот. Я собираюсь идти вперед и определить другой функция, называется получить положительный int. Я не использовать wait в Python. Я просто оставьте скобки пустыми и добавить двоеточие в конце, чтобы сказать. Здесь приходит функция реализации. И оказывается, в Python есть, разве это не сделать во время строительства? Так что ближайший матч делать, пока мы видели ранее, это просто время. И очень распространенная парадигма в API это сознательно вызывать. Как вы могли в бесконечный цикл, спекулируя правда. Потому что в языке Python логическое значение, правда или ложным, собирается быть капитализированы. И тогда внутри этой петли, давайте идите вперед и сделайте следующее. Давайте идти вперед и сказать, печатать n. И сейчас ниже, и сказать n получает int. Но это внутри модуля CS50 не. Так что мне нужно делать, что нет. И тогда я уже в бесконечном цикле. Так что вы знаете, что если n больше или равно 1, я собираюсь идти вперед и сломать. Так что логика немного по-другому. Но я вырваться из цикла меня, что я намерен. Так что мне нужно сделать одну последнюю вещь. После того, как я выбита этот цикл, что я нужно сделать, чтобы завершить внедрение, получает положительный int. Я получил его, но я должна отдать его обратно пользователю. Так что позвольте мне идти вперед по этому последнему строке и возвращать это значение как n. Так что заметите несколько отличий по сравнению с в то время, как все несколько недель назад. Нам пришлось дать несколько жестких мыслей к вопросу об объеме. Получается, мы не должны беспокоиться об этом больше. Как только я заявляю здесь, это будет и в рамках этой функции. Такие, что я могу вернуть его сюда даже несмотря на то, что возвращение заявления не с отступом, а не внутри, так говорят, что актуальные циклы. Тоже заметила, потому что мы не ездили во время строительства. Мне пришлось повторно реализовать ИТО, используя в то время как в одиночку. И я на самом деле мог сделать это все. Делать, пока не дает нам никакой основные возможности, которые мы не смог реализовать себя, если бы мы просто реализовали его. Логически немного больше, как это. Мы до сих пор распечатка n это первый. Мы потом начали int. Мы потом проверяем, если он положительный. И если это так, мы нарушаем и возвращение. Есть одна или две ошибки здесь. И мы будем мешать эти в мгновение. Позвольте мне теперь идти вперед и сохранить этот файл, а потом запускать python.positive.py, введите. Казалось, ничего не произошло. Всё. Это больше не работает. Я вернулся в мой доллар, подскажите. Позвольте мне попробовать еще раз. python.positive.py. Я имею в виду, нет сообщения об ошибке. И в мире нет сообщения об ошибке, обычно это означало, что что-то правильно. И это правильно. Я просто забыли ключевую деталь. Я импортирую CS50 библиотеки. Я определил главного. Я определил вам положительный int. Но чем отличается этот мир теперь с помощью Python? Главное не вызывается по умолчанию. Так если я хочу на самом деле назвать главный, я бы лучше принять конвенцию из, например, этой парадигмы. Так что, если имя равно равняется, а главное, потом, с двоеточием.
на самом деле вызов функции main. И технически, как в сторону, это будет работать даже без этого. Мы могли бы просто поставить главный здесь. Но позвольте мне помахать рукой при этом подробно сейчас. И просто подчеркнуть, что в любое время необходимо заблаговременно позвонить. Главное, если вы настроили ваш код выток, кстати, мы действительно должны делать это так. Позвольте мне теперь идти вперед и повторить на positive.py. N это 42. N является положительным целым числом. Позвольте мне идти вперед и запустить N, а затем 0. Не. Минус 1. Не. Фу. Повтор. Это CS50 библиотеки пинается, заметив, что это строка. Давайте попробуем 50. И окей, что работал. Теперь, ошибку я уже упоминал ранее, это просто, что это выглядит глупо. Имея указатель на следующую строку. Я могу исправить это, напомним, путем добавления второй аргумент, которым конца строки. Для печати только в кавычках. Позвольте мне идти вперед и запустить ее. N это 42. И теперь все выглядит немного чище. Теперь риск усложнения. Давайте мне отметить еще одну деталь. Технически, я мог бы также сделать это. Если вы не нуждаетесь в функции main, тогда зачем мне это вообще? Разумеется, я мог бы просто написать свою программу, как это. Да, я определяю дополнительные функции, получить положительный int. И это будет работать, как ожидалось. Но технически, если я не нужен метод main, и все простые примеры, которые мы сделали до сих пор, просто у меня пишет код прямо в самом файле, а затем перевод его в команду, что я должен уметь делать это. Я думаю. Итак, позвольте мне попробовать это. Позвольте мне идти вперед и снова запускать python positive.py, но на этой новой версии. Вот. И теперь мы получаем первый страшно смотреть сообщение об ошибке. Так что отследить последний звонок последний. Файл строку positive.py 3, и модуль я получить положительный int. Название ошибка вам положительный int не определен. Итак, первый из наших лязг как сообщение об ошибках. Это случится, конечно, не от лязг, но из интерпретатора Python. И даже если первые несколько строк действительно загадочно. Название ошибка вам положительный int не определен. Но да, это так. Это прямо там, в данный момент на линии 6. Так получается, Python это не все, это гораздо умнее, чем лязг. Когда дело доходит до чтения вашего кода, он тоже будет читать это сверху вниз, слева направо. И поскольку я пытаюсь звонок получить положительный int в строке 3, но я не определяю его до линии 6, неприемлемо. Теперь вы могли бы быть склонны исправить ТО, как мы делали на C, в результате чего вы говорите, хорошо, позвольте мне просто получить положительный int сюда. Может быть, и просто поставить прототипа. Но сейчас это выглядит особенно странно. Сейчас это выглядит как функция «звоните», не прототип. Потому что мы опускаем сейчас тип возврата, потому что нет никого. И нет запятой здесь по соглашению. И действительно, если я сделаю это опять же, это та же ошибка. Сейчас проблема в том, что я назвав его в неправильном месте. Еще раньше в этой строке еще 3 линии, в дополнении. На линии 5, которая сейчас есть. Так как же нам исправить это? Ну, в C, мы не технически нужны прототипы в большинстве случаев. Вместо этого мы могли бы просто вид работы вокруг него. Путем перемещения кода, скажем, верхней части файла. И игнорировать проблему на самом деле. А теперь запустите программу. И теперь он вернулся к работе. Почему? Ну, интерпретатор Python читает этот файл сверху вниз, слева направо. Он импортирует CS50 библиотеки. Он определяет новую функцию, называется «получить положительный int». А затем, в строках 11 и 12 теперь он использует эту функцию. И тогда на самом деле печатаете с возвращаемого значения. Но опять же, это быстро становится немного грязной. Теперь, чтобы найти, что эта программа у меня. Посмотреть весь путь на файл просто, чтобы увидеть мой код. Было бы неплохо, если бы логику программы были в верхней части файла, как было наши нормы, поставив главный наверху. Так что еще один хороший повод для того, чтобы иметь метод main. Это просто, чтобы избежать подобных проблем. Если я перемотать все эти изменения, которые мы просто сделал и вернуться к этой последней версии, это позволяет избежать всех этих проблем. Потому что если не ты, главное, пока буквально в последней строке в файле. Это собирается быть определено в этой точке. Так это любые функции, которые он определяет. И все это будет быть реализовано для вас. И теперь мы хорошо идти. Таким образом, мы снова усложняет программа умышленно. Но нужно активно заниматься такого рода вопросы. Введем теперь еще одна тема. Абстракция была тема не только недавно в тесте, но и в ранних неделях курса. Ну, вы могли бы вспомнить из тех первых недель. У нас было таких примеров, где был пример, называется cough 0.s. Целью в жизни было делать кашель. Так 3 кашляет подряд. Теперь, это явно копипаст, потому что все эти 3 линии являются эквивалентными. Но это нормально сейчас. Позвольте мне идти вперед и дословно преобразование это в Python, как я могу. И cough 0.py получается это довольно легко. Печатать в кавычках кашель.
И тогда я действительно могу продемонстрировать, как плохо. Разработанный — это буквально копировать и вставьте эти 3 строчки. Мне не нужен стандартный ввод/вывод.ч. Мне не нужны CS50 библиотеки. Мне не нужны главные. Мы знаем, потому что сейчас, если я просто делаю Python kauf 0.py, вы видите, кашель, кашель, кашель. Все правильно. Но мы улучшили в этом примере, напомним, что в C, затем мы посмотрели kauf 1, который, по крайней мере, использовал петли. Так как я делаю это в Python. Позвольте мне идти вперед и сохранить ИТО теперь как kauf 1.py. И позвольте мне попытаться одолжить некоторые логики из предыдущих. Позволь мне сделать для меня И знаете, что? Я собираюсь сделать ряд 3. У нас было 50 раньше. Но мне не нужно это повторяем, что много раз. Теперь позвольте мне просто идти впереди печатать кашель в 3 раза. А теперь запусти Python kauf 1.py и введите. Кашель, кашель, кашель. Все правильно. Но, напомним, в мире мы повысили в kauf 2.s. Следующим образом. Мы абстрагированы, так сказать, что это значит. Чтобы быть кашель, завернув его в своя функция, называется кашель. Потому что мы не волнует, что кашель осуществляется с printf. Мы просто как идея, семантика, если вы. Иметь новый заказ и функция вызывается кашель. Так что давайте идти вперед и попробуйте сделать это в Python. Позвольте мне идти сюда и создайте новый файл под названием kauf2.py. И здесь, позвольте мне идти впереди определения основного, как и раньше. Внутри этого, позвольте мне сделать для меня в ряд 3. И позвольте мне идти вперед здесь и призываем активно кашель. Даже если он еще не существует. Отпустите меня сюда и осуществлять кашель таким образом, что он просто печатает кашель. Позвольте мне теперь идти вперед и сделать на Python kauf 2.py. Ждать. Что-то не так. Что произойдет? Ничего. Мне нужно вызвать функцию. И опять же, парадигма, что мы будем принять это. Имя файла по умолчанию, имя цитата, конец цитаты, подчеркивание, подчеркивание, основной, подчеркивание, подчеркивание. Тогда позвольте мне идти вперед и называть основным. Так что теперь, если я снова запустить, вуаля. Кашель, кашель, кашель. Заметьте, опять нет прототипа. Нет импорта от CS50, потому что нам это не нужно. Но давайте улучшить это далее. В C мы взяли это еще один шаг вперед, а потом параметризованный кашель. Так что мы могли бы кашель в 3 раза, но не нужно выполнять цикл. Себе в главном. Мы просто хотим плоскодонки, так сказать, или отложить. Для фактической реализации кашель столько раз, сколько мы хотим. Так что если я хочу сделать это здесь, отпусти меня вперед и сохранить файл kauf3.py. И позвольте мне идти вперед и снова определяю главное, чтобы просто делать кашель, но на этот раз. 3 раза, на самом деле давая это аргумент. И тогда мы идем дальше и определить снова кашель. Но не с открытыми парень, closed парень, но с фактической переменной под названием n. Здесь тоже, мне не нужен его тип данных. Python будет выяснить это для меня. И вот тогда, я могу сделать для меня в ряд не 3. Больше, но n потому, что это местный аргумент, который был передан. А теперь позвольте мне идти вперед и печать кашель, который много раз. Здесь, позвольте мне идти вперед и сделать мой если. Имя этого файла, имя по умолчанию, подчеркивание, подчеркивание, главное. Затем идите вперед и называть основным. Так что теперь позвольте мне выполнить это, kauf3.py. И я вам кашель, кашель, кашель. И вы помните, мы как-то взяли это в крайне несколько недель назад. Предположим, теперь хочу реализовать понятие чихания. Ну, чихать было сознательно ввели. Не столько потому, что это все, что полезно, по сути, как функция. Но ведь это позволило мне вынесем общий код. Это будет немного ленивый меня, если, чтобы реализовать чих. Я пошел вперед и сделал что-то как это, причем я буквально. Скопируйте и вставьте код, назвать этот чих. А потом говорят, ачу, здесь вместо. Потому что посмотрите, как похожи эти две функции. Я имею в виду, они буквально идентичны, за исключением слова. Используется в нем. Строк кода логически одинаковы. Так вместо этого, позвольте мне идти впереди порт этот, как я сделал все следующим образом. Позвольте мне идти вперед и сохранить это как kauf4.py, и здесь идут впереди. И определение основного. И теперь главный будет вызвать кашель в 3 раза. И он позвонит чихнуть 3 раза, что? Просто значит, мне нужно их реализовывать. Итак, позвольте мне идти вперед и определить кашель, как и прежде, принимая в целое число n. Мы можем назвать это. Но мы могли бы назвать это все, что мы хотим. Но теперь вы знаете, что? Позвольте мне обобщить это и простой то вызов функции сказать. Со словом мы этого хотим сказать, и сколько раз. Между тем, позвольте мне пойти вперед и определить чих. Как принимать подобный int, это просто говорит, что хочет, что много раз. И теперь я просто обязана задать говорят. И прежде чем в C, на левой руке стороне, взял 2 аргумента. Мы также можем это сделать в Python. Мы можем просто сказать слово in, не беспокоясь о своих данных тип. И объявляя их.
И сейчас здесь я должен этого для я в диапазоне n. Позвольте мне идти вперед и распечатать слова. Теперь технически, если я действительно хотел быть последовательным, я могу сделать печать цитата, конец цитаты, фигурные скобки, в формате Word. Но я буквально ничего не получишь в этом случае от этого. Так что это намного чище и много более читабельным. Просто в буквальном смысле печатать слова. Вы не строго нужен заполнитель. Затем сюда, давайте сделаем, если имя файл равна, главное, как и раньше. Позвонить главное. Вуаля. Давайте идти вперед и у Python of 4.py. Вот. Кашель, кашель, кашель. Ачу, ачу, ачу. Так что это своего рода упражнение в чете в конце концов. Потому что программа по-прежнему не делает ничего, что... Все, что принципиально интересно. Но заметьте, как быстро мы перешли от просто печати. Что-то вроде «Здравствуй, мир простонемного» назад к определению. Наша основная функция, которая вызывает две функции, которые параметризуются. Каждый из которых, в свою очередь, вызывает некоторые другие функции, которые принимают несколько параметров. Так что мы уже очень быстро наращиваем эти строительные блоки, даже быстрее, чем мы могли бы сделать в первые недели класса. Все правильно. Так что по существу одной неделичка мы теперь преобразованы в Python. Напомним, сегодня в 2 недели CS50 мы начали смотреть на струны. Мы смотрели на аргументы командной строки. Так что давайте теперь, с относительно меньшее количество примеров, сравнить то, что мы тогда, что мы будем делать теперь. И посмотреть, какие новые возможности у нас есть. Действительно, напомним, что в 2 недели у нас реализована функция «Стален себя». Прежде чем мы начали, принимая это как должное. То есть функцию, что возвращает длину строки. Напомним, что мы реализовано это следующим образом. Мы получили строку от пользователя. Мы инициализирован некоторым, считая переменные, как n0. И тогда при этом месте в строке, используя наши нотации квадратные скобки, не было равны специальному дозорного значения. Слэш 0, не плюс, плюс тем самым увеличивая n. И тогда, в конечном итоге, печати из какого значения n. Так это, однако, предположить в 2 недели понимания о том, что происходит под капотом. В Python мы не собираемся хотите, чтобы беспокоиться о том, что происходит под капотом. Действительно, весь этот принцип абстракции и больше. В частности, инкапсуляция в результате, эти детали реализации, намеренно скрытые от нас, сейчас что-то мы можем принять как особенность. Больше не нужно беспокоиться, как много о том, как реализуются вещи. Но только чтобы они были реализованы. Поэтому все чаще мы начинаем полагаться на общедоступной документации. И, например, онлайн, чтобы использовать функции из кода. В отличие от беспокоясь только о том, как они реализованы под капотом. Так что в этом направлении, позвольте мне пойти вперед и внедрить эквивалент программы на Python способом, который был бы здесь уместен. Stalen.py. Я собираюсь идти вперед и импортировать CS50 библиотеки, так что я могу сделать такую строку вам строку. А потом я собираюсь print длина S. Так и вспоминается, конечно, в C мы могли бы сделать это с функцией Stalen. В мире Python мы не собираемся использовать Stalen, а len. Или len по длине, который, оказывается, может быть использован на любом количестве различные переменные и объекты. Он может быть использован на струны. Его можно использовать в списках и другие структуры данных. Поэтому сейчас знаю, что это, как мы может печатать длины строки. Так что давайте идти вперед и попробовать это. Python Stalen.py. Типа что-то вроде фу, который на 3 буквы. И действительно, это то, что мы вернемся. Ну, теперь давайте на самом деле взяв смотреть на то, что мы делаем до сих пор. Тем не менее, есть такое понятие VS под капотом будет. Хотя и не обязательно, но Unicode VS, который является гораздо более мощная кодировка символов. Так что мы можем иметь гораздо больше символов, чем просто, скажем, 128 или даже 256. Позвольте мне идти вперед и создавать следующим примером. Мы называем это ASCII0.py, так что она, к примеру. Мы назвали ASCII 0. С пару недель назад. И позвольте мне идти впереди, выполните следующие действия. Для я в диапазоне 65 плюс 26. Так что если я хочу начать пробегом в 65 и затем перебирать в конечном итоге более 26 символов, как мы делали несколько недель назад, я на самом деле могу это сделать. Я могу сказать что-то вроде «что-то». Особенно если я отформатирую 2 значения. Я по существу хочу формат «я» и «я» снова. Но первый из них я хочу на самом деле печать в качестве символа. Так получается, что если вы есть в переменной, как и я, десятичное значение, целое число, что соответствует под капотом в значении ASCII, или действительно значение, а не код, который является над множеством, вы можете вызвать функцию char, который собирается преобразовать его характер эквиваленте. Если я идти вперед и запускать из ASCII 0.py, я ошибся.
И вы заметите, даже CS50 в среде IDE заметил этого. И я не заметил CS50 в среде IDE. Если я наведите указатель мыши на эту маленькую Х, он кричит на меня: неверный синтаксис. Потому что CS50 в среде IDE на самом деле не понимает даже больше, чем стак. Я могу исправить это с дополнительное ключевое слово, которое я забыл. И теперь я вижу точно табличные данные, которые, опять же, выводит капитал 65. Так что не обязательно полезная программа другие, чем показать нам эту эквивалентность. Ну а насчет аргументов в командной строке. Позвольте мне идти вперед и внедрить программу похожей по духу argv 0. С некоторое время. Снова, на этот раз назвав его .p. И здесь, позвольте мне идти вперед и делать это. Если, и вообще, отпусти меня вперед и импорт SYS в первую очередь. Так SYS является модульная система, которая явного ниже уровнем функциональности. Среди них командные строки аргументы, что, опять-таки, мы не заявляю как часть основной. Они во всем мире можно, если вы будете. Я собираюсь идти вперед и сделать это. Если число аргументов командной строки в этом списке есть равно 2. Затем я собираюсь идти вперед и распечатать «Здравствуйте, заполнитель». И потом формат внутри чта sys.argv кронштейн 1. Так что если есть две команды аргументы строка, то что-то я печать второй из этих. Потому что первый из них будет название программы или имя файла. Еще я собираюсь идти вперед и просто распечатать общим «Здравствуй, мир». Позвольте мне идти вперед и спасти. Запускать Python argv 0.py. Вот. И вуаля. У нас есть всем привет. Теперь, как в сторону, и так что ты видел, это есть и другие способы вывод строк, потому что, откровенно говоря, это очень быстро становится утомительным, если все, что ты пытаешься сделать, подключить какую-то ценность. Как правило, для единообразия я все равно буду делать это таким образом. Но мы могли бы сделать что-то вроде этого. И те из вас, кто принимал, для, например, компьютер АП науки, в средней школе или класса в целом, могли знать, что плюс оператор иногда используется. В качестве оператора конкатенации взять одну строку и другую. И вареньем их вместе. И действительно, мы могли бы сделать это следующим образом. Теперь я могу сделать Python из argv 0.py и получить тот же результат. Но вы найдете, что использование и подход в формате, как я первоначально сделал, имеет тенденцию быть немного более устойчивым после того, как ваш код становится более сложным. Давайте сделаем что-то другое. Давайте идти вперед и распечатать весь кучу аргументов командной строки. Как только мы сделали несколько недель назад, на этот раз в argv1.py, который снова соответствует нашим ранее код. И вот, я собираюсь идти вперед и модуль импорта каталога SYS снова сделать. Для меня в серии. И теперь этот раз я собираюсь сделать продолжительность представления sys.argv, который, чтобы быть ясно, собирается дать мне номер аргумента в векторного аргумента. И этот список называется argv, что звучит ужасно. Равносильно тому, что специальные переменные, которую мы держали у Sync в C. Если вы помните, не только файлами, но args. Последний не существует в Python. Но мы можем запросить его попросту, спросил Python, что длина векторного аргумента. Это означает, что args. Так что я собираюсь идти вперед и сейчас просто распечатайте таблицу sys.argv кронштейн я. И если вы думаете, что через эти строки кода, казалось бы, что это будет перебирать от 0 до число аргументов в том, что вектор argv, или список, а затем распечатать каждую из них в свою очередь. Итак, позвольте мне идти вперед и запустить Python из argv1.py. Вот. И действительно, он просто распечатал один вещь, название самой программы. Что если я неразборчиво некоторые произвольные слова и нажмите Enter. Теперь он собирается печатать все эти, а также. Так что это просто распечатка, как мы делали несколько недель назад. Все слова в argv. Но мы можем сделать что-то чуть аккуратнее теперь следующим образом. Предположим, что argv2.py просто как несколько недель назад в argv2. Я хотел распечатать все персонажи. Во всех словах аргументы командной строки. Я собираюсь идти впереди импортировать снова .sys файла. И теперь я собираюсь сделать для sys.argv. Так вот новый подход в целом. А потом сделать на CVS. И тогда здесь я собираюсь сделать печать из. А потом, в конце концов, просто печатать новую строку. Так что теперь все становится я немного волшебный, или откровенно. Просто немного удобнее. Я до сих пор импорт модуль SYS, так что я иметь доступ к argv в первую очередь. И получается, что поскольку sys.argv это просто список, как и в C. Он похож по духу в массив Яни. Нужно сделать цикл force int и индекс в массиве с помощью кронштейна. Я могу получить от Python для сайта это прекрасная особенность, которой, если я просто скажу, как колеблется, я использую его до сих пор. Для sys.argv это будет назначить так первая строка в argv. Затем на следующей итерации на следующую строку в argv. Затем на следующей итерации, следующей строки в argv, каждый раз обновляясь.
Между тем, на линии 4 вот, что отступ. Как часть быть внутри этого петля внешняя, для CVS. Ну, получается, что строки в стиле S, как последовательности символов. Но вместо того, чтобы поставить нагрузку на вы объявить int называется I или J, или что-то, а потом перебирать за кронштейн или кронштейн. J в каждом из этих переменных вы можете просто рассказать на языке Python. Для каждого персонажа в строке, для C это может. Вообще любое имя переменной в текущем аргументе загду. Идти вперед и просто распечатать. Так опять же, здесь мы видим еще один намек легкость, с которой вы можете писать код. В языке, как Python без беспокоясь почти столько же. О низком уровне деталей реализации о произвольном доступе и квадратная скобка. Обозначение и индексации в эти эффективно массивов. Вы можете просто позволить языка в руки вам больше данных. Что вас волнует? Так давайте запускать Python из argv2.py. Вот. И это выглядит немного странно. Но если я увеличиваю экран, вы увидите, что он напечатал один символ в строке. Именно эти аргументы командной строки. И если я делать нечто, вы будете сантиметр argv2.py пространства. FO он делает то же самое. Так что не полезная программа. Но это действительно позволяет нам на самом деле доступ к эти символы и строки. По-прежнему. Так давайте откроем для примера, я написал заранее, чтобы продемонстрировать. Еще один момент в целом. Если я иду в неделю здесь 2 с этой недели и перейти на ehit.py, вы увидите этот пример. Он не делает все, что умного, это программа. Но это, кажется, чтобы проверить это. На линии 4 он проверяет продолжительность представления sys.agdu. И если она не равна 2, он орет на пользователя. Отсутствует аргумент командной строки. А потом он просто выходит. Точно так же, как в C, мы имеем возможность возвращает код выхода на оболочку. На ваш запрос, не используя возвращение, как мы это сделали в C. Вы все еще используете вернуться в Python, но для возврата из методов или функций. В Python, когда вы хотите полностью выйти из программы. Потому что там не обязательно основная функция. Вы просто позвоните выхода и затем передать внутри скобок число. Что вы хотите вернуться, точка конвенции, как всегда. Быть 0 для успеха и ничего не нулевой для отказа. И вот почему я произвольно, но условно. Возвращение 1 здесь подскажут. Я удалился с выходом код состояния или код выхода 1. Чтобы указать, как много здесь. В противном случае, я просто печать как ни слова. Так что если я запускаю эту программу, и я перейти на сегодняшнем второго каталога, и я бегу Python из ehit.py, отсутствует аргумент командной строки. И вы, возможно, помните этот трюк с пару недель назад. Если вы, на ваш запрос, выполните команду еще, это покажет вам код выхода из самых. Недавно запустить программу. Так если я правильно запустить это от времени, например, мое имя. И он говорит «Привет, Дэвид». И теперь я $, я должен увидеть 0. Так что просто низкий уровень видеть, что происходит под капотом. Ну, давайте идти вперед и делать другой пример, демонстрирующий. Что же изменилось к лучшему? Позвольте мне идти вперед и сделать это сейчас. В файле krmper1.py, которые будут выстраиваться. Вы найдете skrmper1. С пару недель назад. Я собираюсь идти вперед и импорту CSV библиотеки. Я собираюсь идти впереди распечатать просто цитата. Конец цитаты, и затем убить новую строку. А затем использовать вам CS50 не точка метода getString. И тогда позволь мне сделать это еще раз с переменным t. Также избавиться от новой линии, просто для эстетики. И тогда он поступает CS50 не точка метода getString. И тогда позвольте мне идти впереди сделать проверку на вменяемость. Получается, а вам бы только знаю это от чтения наш исходный код. Или, следовательно, документы, получается, что получить строку. Может вернуть специальное значение. Это не null, так как не имеет указателей. Мы не должны беспокоиться о больших адресов, как таковой. Но у него есть специальные sentinel значения, как этот. Если S не совпадает ни с капитал N и T не равен никто. Действительно не имеет особое значение, похожие по духу null или похожие. В духе ложный, но отличается от обоих. Это не указатель, как это все, это не логическое. Это отсутствие значения. И действительно, мы, в проектировании CS50 библиотека для Python, решил, что если что-то пойдет не так, получить строку, может быть компьютер или переводчик действительно из памяти. Хотя нет такого понятия выделения памяти как таковой. Но что-то идет не так внутри получить строку по какой-то причине. Эти вызовы могут возвращать никто. Так что я просто для хорошей меры проверить, что S не нет это. Нет ни у кого, так что я могу действительно верим, что они действительно струны. Так что я теперь могу сделать что-то вроде этого. Если S равна T, то печатать же. И остальное печатать разные.
И вы помните, наверное, что когда мы делали это все некоторое время назад, это не работа. В мире линия 10 будет не работали так, как предполагалось. Потому что это было бы сравнение два указателя, два адреса памяти. А поскольку в C решетка получить строку возвращает два разных адреса, даже если пользователь введет тот же слово, как мы это делали пару недель назад, он собирается использовать в куче с помощью MLR для дать вам где-то две отдельные строки. В памяти первый байт это адрес будет другой. И поэтому SVT в мире с не были одинаковыми. Но это никогда не было действительно все, что полезно. Я действительно не волнует ты адреса памяти. Я хотел сравнить строки. И мне пришлось прибегнуть обратно в тот же день на улице сравнить. Ну, как мы уже видно, вам не нужны беспокоиться, как много о том, что в Python. Если вы хотите сравнить SVT, просто сделать это, используя равно как всегда. Так что когда я запускаю эту программу теперь и тип в Python compare1.py, что-то вроде замайла, что-то вроде замайла. Это действительно то же самое. Но если я вместо этого типа, а затем свое имя, это действительно разные. Итак, это как положено причем, если я введу две строки. Случилось то же, и они оба получаются два разных звонков. Чтобы получить строку, они тем не менее собираюсь мериться. Как ожидается, для равенства. Давайте сделаем еще одну вещь, продемонстрировать одна другую точку питона. Позвольте мне идти вперед и открыть новый файл. Я буду называть это copy1.py. И вы увидите, что он в духе. С copy1. С пару недель назад. Позвольте мне импортировать модуль CS50 мне. Позвольте мне идти вперед и распечатав с новой строки заканчивается. Позвольте мне идти вперед и делать CS50 в точка методов getString, как раньше. И позвольте мне идти впереди сделать проверку на вменяемость. Если все равно нет, тогда простой выход, потому что эта программа не будет полезна, если что-то плохое случилось под капотом. А теперь позвольте мне идти вперед и использовать эту штуку, как я попробовал несколько недель назад. Позвольте мне идти вперед и не точка заработать. А затем распечататься, затем заполнитель. Что я могу формат самый. Тогда позвольте мне идти вперед и распечатать толстые кишки, и заполнитель, а затем формат ты себя. И тогда позвольте мне идти вперед просто для хорошей меры. И выход с 0, хоть что предполагается по умолчанию. Так что произойдет здесь. Позвольте мне запустить эту программу Python copy1.py. Ввести что-то вроде в нижнем регистре. Вот. И вы увидите, что это сейчас прописано только T, а не S. Позвольте мне идти вперед и делать другой пример с именем Энди. И мы действительно оприходованы имя Энди. Так что происходит? И что со всеми этими точками? Единственный раз, когда мы действительно есть на точке в C, когда мы были структурой или указатели к ним. Но получается, что PyThon это объектно-ориентированное программирование. Язык в смысле, что он имеет поддержку. Для объектов, полноценные объекты, действительно, встроенные в нее. C просто не имеет структуры. И структуры, по определению, обычно содержат только данные. Они будут содержать были похожи на общежитие или дом или имя. Или все это мы реализуем как студент структуры в C. Но оказывается, что в Python и в других объектно-ориентированный язык вы можете иметь внутри структуры объекты, так как они более правильно называются, а не только куски данных, как мы в конце концов увидим, но и встроенные функции. Так что синтаксис, честно говоря, было очень странно, когда мы смотрим на строки. Но если вы доверяете мне, когда я говорю строки или переменная str, это объект. Этот объект имеет внутри него где-то под капотом последовательность символов все, что я набрал. Но он также, по-видимому, встроенные функции. Среди этой функциональности эта функция точка к точка. Метод, называемый формат. Аналогично делаем строку объекты в Python есть. Встроенная функция под названием заработать, что делать именно так, как вы ожидаете. Так C, мы тупо. Но что прооперировали только один символ. А груз был полностью нам не выяснить, какой символ в строке. Я хотел сделать прописные. В Python это встроенный в выгоду функции для класса string. Будешь делать то, что мы намерены uppercasing. Первые буквы в строку, оставив все остальное нетронутым. Но получается, что в Python строки непреложно, который должен сказать, что как только он будет создан, вы не можете изменить его. И это не тот случай в C, когда мы использовали getString или спецификаторами, или malloc. Или созданные строки в стеке, выделяя их эффективно, как массивы. Если мы выделили память в куче или стопке и положить строки там, мы могли бы изменить эти строки после этого. И в самом деле, самая ранняя версия этой программы в C была глючная, поскольку он случайно капитализируется как S и T.
Хотя мы только предназначен для оприходования Т. Но он работает прямо из коробки S Python, по крайней мере, как это реализовано здесь. Потому что получается, как только существует как струна, вот и все. Это последовательность символы, которые вы собираетесь получить. Вы не можете пойти в изменение только одного из них. Итак, что на самом деле происходит здесь, когда я позвонил. Использовать эту функцию предназначен под капотом. Авторы Python, чтобы дать вам копию S, но быстро изменить первое письмо большой буквы и затем возвращать полученную копию. Все, что происходит для меня. Мне не нужно использовать malloc. Я не нужно сделать улица копия. Мне не нужно перебирать над персонажами. Все это мы получаем бесплатно, так сказать, с языком. Давайте посмотрим теперь на просто, где еще мы можем идти. Одна из самых больших проблем мы столкнулись, помню, в C. Ближе к концу наше внимание на это. И мы начали задействовать по вопросам, как память. Вы помните, в C мы этот пример здесь, nazuep.s. И эта программа была довольно произвольной. Он выделил x и y int и присваивается. Их значения 1 и 2 соответственно. Он утверждал, чтобы поменять их на вызвав функцию подкачки. Но тогда хоть это сказал, он подменил. Его сменил только копия с этих переменных. И действительно, функция подкачки, если вы прокрутите вниз ниже перерыва здесь, вы увидите, что он заявляет двух параметров, a и b, что природа, как аргумент прохождения, случается, становится копией x и y. Такие, что a и b получим успешно поменял. Но нет никакого постоянного эффекта на переменные вызывающего абонента в главном кадре стека, потому что это было в корне ошибочным. И поэтому мы в корне исправить что с этой версией здесь. В swap.c какой недели назад, вместо того, чтобы мы начали прохождение x и ссылка по их адресам, используя оператор ampersand, чтобы получить адрес в памяти. Прохождение эффективного указателя, как объявлены со звездой оператора. И тогда нам пришлось использовать звезда-оператор внутри свапа. Разыменовать указатели эти адреса и идти к ним. И на самом деле изменить или сделать значение по этим адресам. Так это работало. Но позвольте мне теперь идти вперед и внедрить в Python что-то очень похожее. Я уже написал это заранее в nazuep.py. И это выглядит следующим образом. Я определяю главное наверх. Я не собираюсь беспокоить, используя CS50 библиотеки. Потому что все жестко здесь. X и Y должны быть 1 и 2 соответственно. Не надо еще раз упоминать, потому что интона слабо связана с этим языком. Теперь я собираюсь идти впереди печать х это. Y это, меняя точки, точка, проходя по X и Y. И тогда я делаю то, что здесь поменялись местами. Я утверждаю, что это местами. Я печатать их снова. Своп, кажется, быть реализованы. Я немного волнуюсь. Это все очень простая реализация буквально nazuep.s. Так давайте попробуем, чтобы доказать, как много. Позвольте мне теперь идти вперед и идти в этом 4-я неделя каталогов в Python. Nazuep.py вы видите. Действительно, это не похоже на работу. Похоже на то, что Python 2 передает эти вещи по ссылке. Так как я могу исправить это? К сожалению, исправить никак, и это своего рода преуменьшение. Просто, как это было в C, чтобы просто изменить эти аргументы, должны быть по ссылке. А затем использовать указатели на самом деле разыменования них. И на самом деле сделать реальный своп, потому что у нас нет указателей на Python. Так что в некотором роде, вот есть компромисс, который был тематическим. Мы получали все эти новые возможности. Все относительно проще синтаксически. Хотя это займет некоторое привыкнуть, конечно. И некоторые практики. Но теперь, когда мы дали эту возможность, чтобы смотреть под капот и менять, что происходит под капотом. Поэтому указатели были страшные. И указатели были тяжелыми. И управление памятью это рискованно, потому что вы рискуете сек недостатки. И вы, возможно, память утечки и все головные боли. Возможно, вы имели в SEX 4 или 5 или любое количество проблем, с которыми мы имел с участием организаций. Вы действительно начинаете взрывоголовой в стену. Потенциально, потому что у вас есть доступ к этому уровню детализации. К сожалению, как только как его заберут, мы, казалось бы, теряют способность для решения определенных задач. И действительно, в этом случае не могу действительно решить таким же образом. Существует несколько способов, мы могли бы решить эту проблему. Но позвольте мне предложить тот, который имеет преимуществом введения. Крошечный кусочек синтаксиса, который довольно круто увидеть его в первый раз. Так, в swap.py позвольте мне идти впереди, объявить h1 и y2. Позвольте мне идти вперед и распечатать х это заполнитель, а затем вставьте в x существует. А затем пойти дальше и печатать ису, это заполнитель. И затем подключите этот прототип есть. А теперь позвольте мне идти вперед и сказать печать подкачка, точка. И тогда мы вернемся к этому делать.
И теперь я собираюсь идти впереди сказать печать местами смело. А затем распечатать Х это заполнитель, Х, а затем распечатать Г. Это заполнитель, а затем отформатируйте Г. Поэтому все, что остается делать, это самая интересная часть. Так получается, что мы могли сделать что-то подобное. Мы могли бы сказать, темп получает X, а то X получает Y, и Y не получает темп. И это будет работать. Это немного некрасиво, потому что теперь красота. Иметь свод функции в C был, что мы были факторинга, что логика. Мы могли бы использовать его в нескольких местах. Сделал код немного более читаемым. И сейчас, в середине этого красивое заявление для печати. У меня есть этот беспорядок. Но оказывается, что это в правильном духе, по крайней мере. Для учета решение простое. Но заметьте, что вы можете сделать в Python. Получается, что вы можете на самом деле поменять местами две вещи сразу. И это из-за особенностей ТО подразумевается в синтаксис здесь. Эти типы данных с каждой стороны от знака равенства. Получается, что поддерживает не только списки, что мы вообще известно до сих пор как массивы в C. Но он также поддерживает, опять же, кортежи, структуры данных. Позволяет запятую список разделенных ценностей. Бремя, которое полностью находится на, вы помните, что первично. Что касается последнего, что в середине. Но делаю это, и я могу сделать это в несколько различных способов. И я могу сделать это не даже просто с кортежами. Вы можете думать об этом немного больше этакой, как координаты XY, декартовой плоскости и так далее. Вы можете фактически рассматривать это как происходит действительно одновременно. Но позволяя языка Python и его переводчик выяснить, как это сделать, махнулись без потери. Один или оба переменные в процесс. Это не важно для нас низкий уровень реализации. Деталь, что может на самом деле требует какого-то временного хранения. То есть теперь функция языка, что мы получить бесплатно, если мы на самом деле хотим присвоить два значения одновременно. И это на самом деле мощный по этой же причине. Получается, что если вы есть какая-то функция называется foo, который возвращает одно значение, вы могли бы сделать нечто подобное. Чтобы вернуть это значение, как мы делали все на протяжении всех этих примеров. Но оказывается, foo может потенциально возвращать два значения, которые можно назначить такой. Или foo может вернуться три значения, как это. Если foo был действительно реализован как возвращая кортеж. Список разделенных запятой значений, как это. Так ты не хочешь принять это обязательно до крайности. Но в C, вы можете напомним, что мы не. Есть эта возможность способна возвращать несколько значений. И вот теперь вариант, хотя альтернативы нет. Нужно делать это вообще. Так что мы почти догнали его время в Python визави, где мы начали. И где мы закончили SS. Но давайте введем другая особенность Python, которая позволяет нам что-то переводить из C, а также. Напомним, что мы ввели некоторое время назад структуры. И действительно, я собираюсь идем дальше, здесь и сохранить файл с названием structs0.py, который немного вводит в заблуждение, потому что эти не технические структуры, они объекты, как я собираюсь использовать. Но мы будем уточнять, что в данный момент. Позвольте мне идти впереди и импорт CS50 не. И позвольте мне также импорт, используя немного другой синтаксис, это. Через мгновение я собираюсь создать налетать мой собственный модуль Python, мой собственный класс. Если вы, называется студент, внутри которого будет класс, называют студенческой столицей. И, во-первых, давайте предположим, что он существует, так что я могу просто принять на веру, что он скоро будет. И позвольте мне дать сам список, как это студенты, пустой массив. Если вы, как это подразумевается здесь квадратных скобок. Так что новый синтаксис. Но что приятно, все довольно читаемо. Слева имя переменной, присваиваем. Что на правой стороне. Мы видели квадратные скобки для массива и списки в целом. Так это просто означает, дайте мне пустой список и назначить его студентов. В отличие от строк, списки в API это мутабельный, переменчивый. Так это не значит, что студенты навсегда будет пустой список. Мы можем добавлять и добавлять к нему подобно стека или очереди, или связанный список в целом. Так что теперь позвольте мне идти вперед и сделать это. Для я в диапазоне 3 я просто, чтобы произвольно сделать это 3 раза, только. Как мы делали несколько недель назад. Я собираюсь здесь и сейчас распечатать имя, печать нет конца строки, просто. Чтобы держать вещи довольно. Позвольте мне идти вперед тогда и использовать CS50 метода getString. На самом деле получить имя учащегося. Тогда позвольте мне сказать, эй, дай мне общежитие без конца строки. Просто чтобы держать его в чистоте. А затем использовать CS50 в общежитии и получить строку. А потом сюда, позвольте мне сделать студентов добавить имя общежития. Так это теперь новый. И мы вернемся к этому в один момент. После этого цикл, давайте просто для хорошей меры этого. Для студентов печать следующих заполнитель. Вместо заполнитель. Затем студент в формате .имя, студент.в общаге.
Так что теперь все становится немного более интересным. Я уже несколько вещей в этой программе. Я импортировал что-то назвать студента, который пока не существует, но она в один момент. Я объявил переменную или список, в частности. Позвал студентов, и назначается он пустой список. Тогда я итерация 3 раза произвольно. Просто так у нас есть демоиграться, говорю, дайте мне ваше имя. Дай мне свою комнату, а потом этот. Так что студенты — это объект, как мы говорим, структуры. Но теперь мы их называем объекты, внутри которого будет данных. Там сейчас не так много данных. Это просто пустой список. Но, оказывается, если вы читали в документации по Python, вы увидите, что список имеет некоторые встроенные функции или методы, как, ну, не только данные, но также функциональность, один из которых называется «присоединить». И если мы читаем документации, мы видим, что мы можете передать в качестве аргумента для добавления это переменное или значение, что мы хотим добавить в список, добавить в конце. И мы увидим в моменте, что этот синтаксис означает. Оказывается, это близкие по духу с помощью malloc структуру. А затем положить в него 2 значения, имя и общежитие. Но то, что хорошо и таких языков, как PHP и Ruby, и Java, которые поддерживают что-то похожее по духу. Эта одна линия дает мне новый студент-объект, внутри которого это имя учащегося и в общежитии, как струны. Позже, за пределами этого петли, просто для хорошей меры, мы повторяем этот список следующим образом. Для студентов, ну что это делаешь? Это, опять же, это итерируемый список. Так что не раздражается, список, повторяемый, с помощью которого вы можете перебрать этот список. Звоню каждый элемент внутри, это временно студент. Как и в нашем предыдущем использовании для. А потом просто распечатать так-то и так-то в этой общаге. Форматирование этих 2 значений с помощью уже точку, как мы привыкли. Поэтому нам нужен объект студентов. В противном случае, что произойдет? Позвольте мне идти вперед и попробовать запустить это неправильно следующим образом. Python struct 0.py. Вот. Ошибка импорта. Нет модуля с именем студента. Поэтому создание модуль Python оказывается, это очень просто. Я создаю файл с названием student.py. Теперь у меня есть модуль под названием студент. Конечно, там ничего нет. Поэтому мне нужно заполнить его. Итак, позвольте мне идти вперед и делать это. И мы вернемся к этому в будущее с немного больше сложности. Но сейчас, позвольте мне представить немного волны. Из рук, в следующем. Если я хочу создать структуру, называется студент, технически в Python. Это называется класс. И этот класс должен быть студент, конвенцией из которых является вызов вашей структуры в Python, классы. С большой буквы для первой буквы. И теперь я собираюсь определить стандартный метод, называется init, который принимает в качестве первого аргумента параметр, который условно назвал себя, и тогда любое количество другие аргументы, которые я хочу пройти. И тогда внутри здесь я собираюсь сделать selfie.название. Получает название и самоназвание .общежитие попадает в общежитие. Так что это, пожалуй, самый новый кусочек кода, что мы видели до сих пор в Python. И мы объясним это просто на высоком уровне сейчас. Но в строке 1 мы говорим, «Эй, Python, дай мне новую структуру. Дай мне класс студент в строке капитал 2, «Эй, Python» внутри. Такого класса не должна метод, функция. Это называется init для инициализации. И это собирается взять по конвенции 3 аргумента, первый из которых вы просто должны делать, допустим, сейчас, второй и третий. И за пределами которого полностью зависит от вас. Имя и общежитие — это то, что я выбрал. И что интересно это? Линии 3 и 4 означает, что пользователь проходит в меня, как студента зовут. И в общаге, когда этот класс инстанцирует, выделенные как объект. Идти вперед и помнить свое имя и общежитие внутри этих переменных экземпляра. Назвать себя .название и самоназвание в общаге. Так что если вы думаете о сценарии следующим образом. В struct 0.py у нас был этот строка кода к концу. Мы не только что-то добавляем в списки студентов. У нас был выделенный фрагмент кода. Студенческая столица, открытая скобка имя, общежитие, закрытый парень. Что близок по духу, опять же, к вызову malloc. И автоматически, все в одном дыхании, установив внутри него 2 значения, имя и общежитие. Так что если это похоже по духу Танос, вы можете думать о этой линии. Вот этот выделенный фрагмент как создание где-то в памяти. В вашем компьютере неважно где структуры, как мой кулак здесь. Передав в него имя и общежитие. И то, что происходит на этих 2 линиях кода в student.py линии 3 и 4. Если имя и общежитие являются 2 значения, которые были переданы в... Они хранятся внутри этой структуры и сохраняются навсегда.
в то, что называется экземпляр внутри переменной личности. Самостоятельно всего относится к объекту, что было выделено. Так мы вернемся к этому в ближайшее время. Но просто примем на веру, что сейчас init должен быть именем метода. Что вы используете? Самость традиционно используется в качестве первого аргумента есть. И это только гарантирует, что мы вспомним студента. Имя его общежития. Так что если сейчас я запускаю это, вы будете, я вижу, предложено Дэвид. А я скажу матери и курьер и грабите Киркленд. Вот. И программа не делать все, что много. Но он манипулирует, и он создает эти объекты. И в конечном итоге делает что-то полезное с ними. Но это отбрасывает информации. Итак, для нашей команды пример здесь. Давайте сделаем последний пример, что улучшает при этом следующим образом. Позвольте мне идти вперед и создать новый файл, называется structs1.py, аналогичный по духу. Что мы сделали некоторое время назад в structs1.c. Я собираюсь начать тот же самый код, что и раньше. И я буду держать вокруг student.py. Но вместо того, чтобы просто печатать ИТО, вы знаете, что. Я собираюсь избавиться от печати этих имен. Я иду вместо этого. Файл открывается студентов.cache.amvt, цитирую, конец цитаты. Писатель получает cache.am.файл, писатель студент в студенты, так же как и раньше. Писатель.студент.writer.имя студент.общежитие, файл.закрыть. Наверняка в роке это еще не совершенны. Но давайте попробуем выяснить, что я делаю. Открыть получается похожее в духе функции FOPNIS. И она принимает два аргумента просто как UC, и это чудесно. Имя файла для открытия и режим, в котором вы хотите его открыть, пишу, W, или чтение, R. И есть несколько других вариантов тоже. Это просто возвращается ко мне ссылка на этот файл как-то. И действительно, все это время я описывал переменные. Как раз то, переменные. Но технически говоря, все эти переменные x и y, и теперь файл ES. И те и другие являются ссылки и символы, которые были привязаны к объектам в памяти. Что просто сказать, что вы увидите онлайн, особенно при чтении на языке Python, что есть определенные термины, которые связаны с языком. Но в конце дня идеи ничем не отличаются принципиально от того, что мы делали в нуля, и все это просто переменные. Называется файл. Вот еще одна переменная называется писатель. И это хранение и возвращение значения cache.am.файл писатель. Так что это? Я только знал об этом, прочитав читать документацию. Потому что мне было интересно в Python, как я на самом деле сохранить мои данные внутри. CSV файл, файл значений, разделенных запятыми. Это очень своеобразный суперпростой в Excel. Файл, который просто использует запятые для отделить то, что эффективно. Разные столбцы в файле. Так что моя цель здесь заключается в конечном счете печать Давида, Мазер, введите. Замайла, курьер, введите. Роб, Киркленд, введите. И это все. И сохранить его навсегда на диске, если вы. Так что мы на самом деле держать эту информацию вокруг. Итак, что же это сделать для меня? Получается, что Python поставляется встроенная функция, называется cache.am. Модуль, внутри которого целая куча функций, некоторые из которых. Это здесь класс с именем писателя, который принимает один аргумент, когда вы создать называется файл. Так это просто означает, Python дайте писателя для CSV. Дайте мне объект, чье предназначение в жизни написать CSV файлов с жестких дисков. Перебирать мои студенты в студенты. А потом просто читая документацию. Я знаю, что я могу назвать писателем .writer, это немного трудно сказать. Несколько раз, но writer. И тогда он принимает как аргумент кортеж в этом случае. Вот почему там двойные круглые скобки. Кортеж, список, разделенный запятыми точка значений, который в данном случае. Я хочу быть студентом .название и студент в общаге. Затем я закрыть файл в конце. Так в итоге вот как и восторг для запуска. И действительно, мы видим ошибку. Python structs1.py. Вот. Дэвид Мазер, курьер, Роб Киркленд. Блин. После всего этого вход, то есть ошибка. Но это на самом деле иллюстрация, еще одна особенность или аспект из Python. Я не обязательно буду, чтобы получить ошибки компиляции. Я мог бы реально получить логические ошибки во время выполнения. Если я ошибся в моей программе, что? Не что-то супер простое или тупое или разочарование. Как выход из скобочки или неуместная запятая. Или что-то подобное, и это синтаксически неверный.
Python мог не заметить, что моя программа глючит. Потому что если он сканирует мой код сверху вниз, слева направо, и не заметить некоторые вопиющий вопрос синтаксиса, он может начать просто запустить программу для меня, то есть интерпретировать программу. Только после того, как интерпретатор Python получает EV-строку кода синтаксически. Это правильно, но смущает, он может это выручить с так называемой ошибки во время выполнения. Или более правильно будет бросать исключение. Это говорящее название не определен. И действительно, если я прокрутки вверх, первый раз, я упоминаю кэш был действительно в этой строке секс, неопределенной переменной в формате CSV. Вы знаете, что? Я перепутала. Я должен был импортирован модуля CSV. А мне бы только знать, что из документации. Но я могу так сильно вывести из того, что CSV не существует. Давайте попробуем еще раз. Дэвид Мазер, Замайла Курьер, Роб Киркленд, и введите. Кажется, ничего не произошло. Но студенты заметили .кашемсей краткий чиз появился. И действительно, у меня есть Дэвид, Мазер, Замайла, Курьер, Роб Киркленд. У меня есть своя маленькая база данных. Это не база данных в особенно необычные ощущения. Я не могу выполнить запрос к ней. Я не могу легко изменить его. Мне нужно просто переписать его по существу. Но у меня сейчас сохраняются эти данные. И никогда в эти примеры на Python. Мы оставили информацию вокруг. До сих пор очень нравится эквивалент C-версии. Так что думаю, что еще мы могу сделать с Python. Мы не только можем вновь реализовать все на один неделе. Через 5 примеров из C в Python. Поэтому мы можем реализовать в полном объеме с нашей недавней проверки орфографии. Например, можно вспомнить, что решение штаба по орфографии было кое-что как следующее в командной строке в результате. Мы указываем при необходимости словарем, но я собираюсь идти впереди использовать по умолчанию. И тогда я смогу проверить правописание что-то вроде austinpowers.txt, который в решении сотрудники CS50 что это один, случается, использовать попробовать. У меня ушло всего 0.05 секунд для проверки орфографии довольно. Большой словарь с 19,190 слова. Но мне понадобилось много времени для реализации этого попробовать. Он, вероятно, принял вас довольно много времени для реализации. Ваша попытка, ваши хэш-таблиц, связанный список или другие структуры данных. Но позвольте мне предложить, сегодня мы имеем в нашей орфографии каталог реинкарнации спеллер в Python. И это было программой, вы не нужно слишком беспокоиться. А в орфографии.си мы спросили вас, чтобы прочитать и понять. Но вы не должны изменить его. Итак, сегодня мы не изменим. Но я собираюсь идти вперед и создайте файл с именем dictionary.py. Внутри которого будет мой очень собственную реализацию этого словаря. И получается, в Python мы можно осуществить орфографию следующим образом. Класс словарь, тем самым давая мне действительно эквивалентные структуры. Много как у нас все, я собираюсь идти вперед внутри этой. И объявить функцию, которая по умолчанию, и конвенции, называемой init, которая принимает один аргумент, в этом случае называется собственной. И я собираюсь просто делать селфи. Слова получает набор, где набор, оказывается. Функция, что возвращает мне пустой набор, коллекция ценностей, которые способствуют, как правило. В среднем случае, постоянное время поиски того, что что-то есть. И постоянное время вставки что-то в этом наборе. Подобно математическим наборам. Теперь я собираюсь идти вперед и внедрить моя функция загрузки в Python следующим образом. Когда я беру себя в качестве аргумента, как и раньше, по соглашению, а также имя файла использую в качестве словаря. И похож на C, и чтобы использовать функции, как функции fopen. Но на этот раз под названием open, где я просто пройти в словарь и цитата. Конец цитаты, R. А потом для каждой строки в этом файле я собираюсь открыть набор под названием слова. И добавить к нему линию я просто встретившиеся после срывания. Трейлинг новой линии. Затем я иду, чтобы закрыть файл. И я собираюсь возвращать true. И я закончила домашнее задание для загрузки. Только те немногие строк кода мы можем реализовать в полном объеме функции нагрузки. Для задания 5 спеллер словарь в Python себя. Теперь проверить функции, возможно, вот где цена уплачена. Может, компромисс это чека буду очень страшно. Так что я собираюсь реализовать это один даже способ внутрь. Взяв слово, которое мы хотим орфографии. И я собираюсь вернуться слово точка ниже в собственной слова. И вот именно для проверки метода. Что это делаешь? Это говорит о том, возвращение, правда или ложного, то ли строчное. Данного слова в мой собственный набор слов. Так себе слова просто относится к этому контейнер, который изначально пуст. Но это только что было населенный метод load. Путем добавления во все слова, что мы загружены из файлов. Так что это true или реализовано следующим образом. Строчная буква данного слова и проверьте, включено ли оно в этом наборе. И возвращать true или ложь в одну строку.
Ну да, все правильно. Возможно, размер будет, где цена уплачена. Может быть, размер то, что действительно сломано. Так что давайте идти вперед и внедрить размеры. И позвольте мне вернуться самостоятельно. Слова. Все правильно. Что одно, пожалуй, неудивительно, поскольку размер все тоже довольно легко. А как насчет разгрузки? Ну, как насчет разгрузки, точно так же мы объявить его. Ну, ничего выгрузить, потому что он делает. Все ваше управление памятью для вас. Так что даже если вы, может быть, выделяя все больше и больше памяти, как вы используете этот набор, там ничего на самом деле выгрузить. Потому что переводчик будет делать это за вас. Так получается, что все эти преобразования из C в Python полезны в части потому, что очевидно, что вы можете выполнить те же виды программы, которые мы реализуем на неделю. И, честно говоря, во многих случаях, более легко и быстрее, и с меньшим количеством строк кода, или в способе, который мы то просто гораздо менее болезненным, чтобы написать. Все это низкий уровень, где реализация хэш-таблиц или деревьев. Или пытается чудесно иллюстративно о том, как эти вещи работают, и, надеюсь, дает вам истинного понимания, что происходит под капотом. Но, боже мой, если вы просто хотел магазин слова в словаре, если вы пришлось реализовывать десятки строк кода, чтобы реализовать свой собственный, попробуйте. Или свой собственный хэш-таблицы или связанных список, программирование очень быстро переходит в невероятно обыденным разочарование профессии. Но в этом случае мы начинаем увидеть намеки на другие языки. Python среди них, что позволит нам решить те же проблемы и многое другое. Быстро, гораздо более эффективно, гораздо больше. Приятно, что такие теперь мы можем начать стоять на плечи еще больше люди, пришедшие перед нами. Начать строить на не только этот язык, но на другие API и библиотек. И действительно, вот сейчас почему мы ввели в Python. Уже не в неделях приходить будем. Следует обратить внимание на команду «одна линия», на основе веб-интерфейсов. Действительно, в Python есть ли у нас возможность намного легче, чем в C, написать веб-программное обеспечение реальных сайтов, которые являются динамическими, а не просто построены за HTML и CSS. Но это тележки и использовать баз данных и отправлять электронную почту или SMS-сообщение. Или любое количество динамических объектов, все что, чтобы быть справедливым. Мы могли бы реализовать в СНО будет самый болезненный опыт. В мире динамический сайт со всеми эти особенности в более низком уровне язык, как СНО с Python может. Мы начинаем это делать поэтому гораздо более легко. Так как же нам идти об использовании для создания сайтов? Пару недель назад, когда мы сначала посмотрели на HTML и CSS и говорили в целом о HTTP, мы жестко все, что мы написали. Мы писали HTML-код в наш текстовый редактор. Мы писали CSS в наш текстовый редактор. Мы сохранили эти файлы. А потом мы загрузили их через наш браузер. Но там не было ничего динамичным об этом. Нет даже «Привет, мировая программа», что динамически взяла мою фамилию. Но мы обсуждали в веб-контексте HTTP. Это способность веб-браузера и веб-серверы, чтобы использовать параметры HTML для того, чтобы передавать входы между двумя. Например, мы говорили о вам, когда вы можете сдать эти пары ключ-значения через GET-строку, строку запроса, в сам URL-адрес. Мы немного поговорили о пост, в котором вы могли передавать конфиденциальную информацию или большие вещи, как фотографии, и пароли и конфиденциальной информации, через пост, который до сих пор, проходя в значении ключа пары от браузера к серверу. Но мы не время имеют какие-то способности. На самом деле читать или анализировать те входы и производить динамические выходы. На самом деле, самый динамичный мы получили пару недель назад. Был с теми примерами поиска, когда я переделал с переднего плана интерфейс Google, вроде наших малобюджетная версия веб-сайта компании Google. И тогда я просто полностью киданул на заднем конце с помощью атрибута htanks/www.google.com/search. Почти полностью отложить все интересные, динамичные выходного. Для меня результаты поиска. Поэтому сегодня мы не будем генерировать те результаты поиска самих себя. А мы, теперь у нас есть язык и окружающая среда, с которой для обработки этих входы мы даем себе возможность начать создавать сайты больше нравится. В самом деле, в конечном счете, цель создания веб-ориентированного программного обеспечения является динамичный выход в таких вещах. Это, конечно, простейшая веб-страница. Возможно, мы могли бы реализовать в HTML, но это совсем жестко. Не было бы неплохо, если мы, может, минимально, например, имя добавить кого-то динамически к этому выход. Так что он на самом деле взаимодействует с ними каким-то образом. И можно, конечно, экстраполировать ее такого рода функции. Вещи, такие как Gmail, где это постоянно динамически взаимодействующих с вашей клавиатурой, основываясь на том, кто вы положили в поле то, что ты поставил в теме. Сайт будет делать и вести себя иначе для того, чтобы отправить почту. Мессенджер, Facebook или любое количество инструментов. Постоянно принимаю веб на основе информации от пользователей и производить динамического выхода. Но как нам попасть в что вход и выход? Тем более, что в конце день это все HTML сводится к тому,
Внутри этих виртуальных конверты, так сказать, между клиентом и сервером или браузером и сервером, являются подобными просьбами от клиента. Дайте мне домашнюю страницу с помощью этой версии HTML, конкретно от этого имени узла. И тогда, возможно, некоторые другие дополнительные детали, возможно, некоторые параметры. В этой строке URL-адрес. Между тем, сервер буду отвечать аналогично. С чем-то довольно простым текстовой ответ, некоторые HTML такой заголовков. Говорят тип содержимого HTML текст, если это на самом деле так, затем на языке HTML. Что сервер создан. Поэтому казалось бы, что мы нужна возможность, когда написание веб-основе программного обеспечения, уметь. 1. Динамически генерировать, на основе которого пользователь. Или что он или она хочет динамически видеть. Поэтому у нас есть возможность писать, естественно, за 2 недели назад. Но мы еще не распечатали динамически генерируемый его. И мы тоже понадобится особенность, посредством которой, так или иначе, любые параметры, придя к нам из браузеров, можно трактовать так, что если пользователь пытается что-то добавить в корзину, мы можем посмотрим, что это они попросили, чтобы добавить в свою корзину. Так получается, нам нужна простоводно-ментальная модель, если вы. Для этого веб. Назад в день, эта психическая модель не обязательно должна существовать. Но с течением времени, мы, люди, пришли с определенной парадигмы, или дизайн моделей, так сказать, что руководство общей реализацией веб-программное обеспечение. Или мобильного программного обеспечения. Потому что мир понял со временем, что они приняли определенные привычки. Или есть определенные удобные способы реализации программного обеспечения. И один такой способ, или один такой шаблон проектирования, обычно называется MVC-модель представления контроллер. И в этом мире контроллер действительно. Где мозги вашей программы или ваш сайт, вся логика. Регистрацию пользователей, выход из потребителей. При добавлении вещи в корзину для покупок, убрав вещи, проверяя их счетов, все в этом рода бизнес-логики, так сказать. И это существует в одной или более файлов, как правило, на веб-сервере, который в совокупности называется контроллер. Так это не технический термин как таковой. Это просто описание того, что ваш код будет в конечном итоге делает. Посмотреть, между тем, VMVC относится к эстетике вашего сайта. Обычно шаблоны, что вы используете для HTML. Или CSS-файлы, которые вы используете для того, чтобы стиль вашего сайта. Другими словами, в то время как думаю, всю логику кода. Может быть, внедренные файлы назвал свой контроллер. Все вроде пушистее, но все-таки важные вещи. Эстетические вещи, может быть в стороне взгляд на вещи. И затем, наконец, является MVMVC, модель, где ваши данные, как правило, приходят от. Так что мы просто сделали пример с использованием CSV-файла. Это модель какая-то. Это очень простая модель. Но модель — это всего лишь общий термин с описанием, где ваши данные живет. И как вы к нему доступ. И вскоре мы собираемся использовать FinCI. Версия модели реальным сервером базы данных. Что мы можем делать запросы и вставить, и удалить, и редактировать. И любое количество других особенностей также. Но пока, сегодня, давайте сосредоточимся на CSV в MVC следующим образом. Я собираюсь идти вперед и открыть CS 50 в IDE, где мы есть. Вот простая программа, которая называется servet.py. И это, пожалуй, среди самого низкого уровня. Способы, которыми мы могли идти, реализуя собственный веб-сервер. Так опять же, CS 50 в IDE поставляется с собственным веб-сервером. И Google имеет свой собственный веб-сервер. И Facebook имеет свой собственный веб-сервер. И многие из них используют, как мы, открытым исходным кодом, в свободном доступе. Программное обеспечение, которое очень популярно. Но предположим, что мы хотим реализуем собственный веб-сервер, который прослушивает порт 80 для HTTP запросов. Для тех виртуальных конвертов. В Python мы могли бы сделать это следующим образом. И много слов у экран может быть новый. Но синтаксис — это по сути тот же, так что мы были сфокусированы на сегодня. Так из какого-нибудь модуля, который поставляется S, называется импорта HTTP сервер. Класс базовый запрос, обработчик HTTP сервера. Так получается, что Python поставляется с некоторые встроенные функциональные возможности веб-сервера. Это не все, что пользователь дружелюбный, как мы увидим. Мы должны сделать много работы, чтобы использовать его. И фамилии достаточно подробные к себе. Но это приходит способности, как язык, чтобы позволить вам реализовать веб-сервер, программное обеспечение. Что при запуске он только начинается слушать в интернете. На IP-адрес вашего компьютера по TCP-80 порт для входящих HTTP запросов. А затем отвечает на их, как вы считаете нужным. Итак, мы определили класс, называется HTTP сервер запрос. Обработчик, который спускается с это родительский класс, так сказать. Но об этом в ближайшие дни. На линии 7 вот, я определение метод условно называется делать вам. Где вам пишется с большой буквы, тем самым супер ясно, что это функция способ, который будет в нашем сервере получает запрос через HTTP. Вам, в отличие от пост или что-то еще. Для себя, повторюсь, конвенции, когда реализация класса методы. Взять ссылку на сами, так сказать. Ссылки на содержащий объект будет просто назвать себя.
сейчас здесь внутри, и ты только знаешь это из прочтения документации. Или сделав это раньше, обратите внимание, что мы едем, чтобы сделать несколько вещей в этой веб-сервера. Супер просто. Мы собираемся, независимо от что, просто послать ответ. Код состояния 200. Всегда все нормально в этом сервере. Это нереалистично. Вещи, конечно, могли бы пойти не так, особенно если пользователь просит нас. За то, что у нас пока нет. В 404 может быть более подходящим. Но мы собираемся сохранить пример простой и ни на что. Отправить 200, окей. Между тем, мы также собираемся отправить другой заголовок HTTP с помощью Python. Звонить сюда самостоятельно .send-header. И чтобы было ясно, эти особенности отправить ответ, отправлять заголовки. Только конечные заголовки — это методы или функции, которые приходят с языка встроенный веб-сервер. Что мы просто расширение возможностей на данный момент. Что такое заголовок, который мы хотим послать? Тип содержимого толстой кишки текст в формате HTML. Поэтому мы будем вести себя в точности, как это канонический пример «Я снова мириться». Мгновение назад. Лесли, мы собираемся отправить суперпростое сообщение. Мы просто будем писать по сути для подключения к сокету. Что мой сервер с браузером подключения к интернету, что у нас есть. Я собираюсь писать следующий байт. Здравствуй, мир. И я собираюсь использовать кодировка, называется UTF-8, что является способом кодирования, который, опять же, схема кодирования — это набор символов, как мы обсуждали еще в неделю 0. Вот именно. Вернуться. Теперь это просто определяет класс, моя собственные настройки веб-сервера. Языка Python поставляется с веб-сервера, построен, в частности. Этот класс называется база обработчика HTTP запроса. И я просто удлинять его возможности. В частности, вернуть «Здравствуйте, мир» с тип содержимого HTML текст. И с кодом состояния 200. Это не обязательно быть случаем по умолчанию. Конечно, не в том, что общее сообщение. Но мне нужно запустить этот сервер. И я мог бы добавить основную функцию или реализовать это в любое количество способов. Но я собираюсь сохранить его простым. В нижней части файла я собираемся настроить здесь сервер. Жесткого кодирования порт 8080 должен быть значение этой переменной. Адрес сервера здесь будет кортеж. И вы бы только знали это опять же из документации. Этот кортеж — это запятая список разделенных ценностей. Будет какой-то странный адрес, а затем то же самое значение, 8080. И это странно смотреть на, если речь идет о конвенции. Если вы укажете, что вы нужен веб-сервер, чтобы слушать. Разговаривать по IP-адресу 0.0.0.0 — это вообще сокращенная запись для говоря, слушать на все возможные сетевые интерфейсы, встроенные в мой компьютер, то ли это CS50 в IDE или фактического сервера, или Mac или ПК. Это вроде как подстановочный говорю. Просто слушать на любой вашей кабеле Ethernet. Или Wi-Fi соединение для входящих просит, но конкретно на этот порт. 8080. Последняя строка здесь по существу создает сервер HTTP. Идти в наш обработчик запроса, что настройки поведения. Что я описал ранее. И затем, наконец, красиво достаточно, есть способ. Функция, встроенный в Python сервер, называется «служить вечно», который просто превращает сервер и никогда не выключает его. Если я принудительно убить его, скажем, Ctrl-S. Так что давайте идти вперед и фактически выполнить это. Я собираюсь идти вперед в папка, содержащая server.py. И запускать Python server.py введите. И, кажется, ничего не произошло пока. Но я собираюсь идти вперед и откройте другую вкладку в CS50 IDE для. И я пойду, //127.0.0.0, 8080. Так почему этот IP-адрес? Хотя это немного противоречит тому, что я сказал. Технически, 0.0.0.0 это не ваш реальный IP-адрес. Это, опять же, просто из шаблона строку, что представляет все ваши возможные сетевые интерфейсы. Каждый компьютер в интернет, как правило, имеет локальный адрес узла, не публичный IP. Даже не частный, что в твоем собственном доме. Сети за свои собственные брандмауэр, но 127.0.0.1. Представляет свой локальный адрес хоста, IP-адрес, что по умолчанию каждый компьютер в интересах, и поскольку он относится к себе. Так мы все, как правило, в нашей собственной Mac и PC или CS50 VD. Доступ к этому IP-адресу, который как раз и относится к себе. И порт 8080 после двоеточия. Как правило, используя браузер, вы не указан номер порта, говоря колон 80 или 443. Но в этом случае, потому что это нестандартный порт, что? Я хочу с Google Chrome здесь поговорить с мой компьютер на локальный хост.
Адрес этого порта. Теперь, если вы играете вместе дома, используя CS50 IDE на веб-сайте, ваш адрес будет другой. Я просто с помощью местных версий CS50 IDE на мой собственный Mac. Вот так, что мне не нужно бороться с любой Wi-Fi интернет-вопросы. Но по идее в OSI будет точно так же. Независимо от вашей рабочей области, адрес или имя хоста. Английская версия это, колон 8080 это то, что вам будут вводить. Позвольте мне нажмите Enter. Но это не все, что интересно. Действительно, если я просмотреть исходный код страницы, а у нас в прошлом, это не HTML. Я супер ленивый прямо сейчас, просто вывод обещают через заголовок. Это я вывод тип содержимого HTML текст. Но это не в формате HTML. Это просто текст. Итак, это действительно неполноценный веб-сервер. Это, конечно, не динамичный, что я буквально жестко «Здравствуй, мир». Так давайте сделаем что-то немного лучше, немного приятнее писать. И для этого мы на самом деле происходить нужно то, что называется основой. И так получается, что пишу, как это вполне возможно, код. И люди делали это в течение некоторого времени. Но в конце концов люди понимаешь, знаешь, что мы делаем одни и те же виды строки кода снова и снова. Это не особенно весело создание веб-сайта или продукта. Что я работаю над. Позвольте мне начать заимствовать идеи из прошлых проектов. В текущих проектах. И таким образом родились так называемые рамки. Сборники кода, написанных другие люди, которые часто бесплатно или с открытым исходным кодом, вы можете затем использовать в своих проектах, чтобы сделать вашу жизнь проще. И действительно, это тематическое. Особенно, когда мы становимся все дальше и дальше от C и ниже уровня. Языки на Python и в конце концов, JavaScript и за его пределами. Вы найдете, что это тематические для людей. Снова стоит на плечи друг другу. И использовать последние проблемы решены для более оперативно решать будущие проблемы. Так что я хочу этим сказать. Ну, один из самых первых вещей, которые я сделал путь назад в день. При изучении веб-программирования себя приняв CS50 в CS51, это я. Учил сам язык, называемый на языке Perl. Это не совсем в моде этидной, хотя все еще вокруг и все еще в рамках развития. Но это похоже по духу на то, что о которой мы сегодня говорим на языке Python. И мне довелось использовать язык обратно в день. Чтобы реализовать веб-сайт, первый веб-сайт для новичка. Спортивная программа очно. Поэтому все первокурсники или первые годы, которые хотят. Для участия в спортивных просто для удовольствия, в мое время. Мы хотели зарегистрироваться на спорт, гуляя по Гарвард-Ярд, в гору. Обе стороны в снегу, и затем сдвиньте лист бумаги. Под одним из проктора или двери Эра говорит: я хочу зарегистрироваться для игры в волейбол или футбол, или чтобы это ни было. Так что это была возможность созрели для срыва с компьютерами. Так я научил себя веб-программированию назад в день. И вызвался сделать этот сайт для группы. Так что студентам нравится и сам мог просто, может быть, студенты не любят себя, можно зарегистрироваться на спорт онлайн. Итак, что же я на самом деле делать? Ну, мы не будем смотреть на версию Perl. Мы вместо того, чтобы смотреть на версию, используя очень популярный фреймворк. Свободно доступный код называется колбой. Так фляга технический микрофреймворк. В том, что он не имеет огромное количество функций. Но у него сравнительно немного особенностей, что люди действительно. Кажется, в последнее время, что помогает, вы работали быстрее. И под этим я подразумеваю это. Это, как я мог бы реализовать простых сайтов для новичка. Спортивная программа очно. Сейчас, правда, его не хватает и довольно несколько особенностей. Но давайте посмотрим, как это работает. И действительно, с некоторыми из наших будущих веб-проектов в CS50 мы будем опираться на колбы и взять эти же идеи. Так вы заметите, что из фляги я импорте. Целая куча потенциальных возможностей, но не одна. Из которых я хочу реализовать сам, все из которых довольно много. Мне пришлось бы реализовать себя, если я привык, что базы веб-сервера HTTP, что приходит с самого Python. Так фляга построен на вершине, это встроенная функциональность. Как это работает? Как только я импортирую этот компонент и классы модуля, я собираюсь идти впереди инстанцировать, так сказать, применение колбу типа, передав имя этого файла. Так это просто специальный символ, подчеркивание, подчеркивание имя. Что мы видели раньше в контексте, главное, что просто относится к этому файлу. Так это говорит: «Эй, Python, дай мне колбу приложений на основе этого файла». Теперь обратите внимание на строку 5, немного нового синтаксиса. Что-то мы позвоним декоратор. И это один лайнер в этом случае, что просто предоставляет Python с намеком, что следующий метод можно назвать в любое время пользователь просит конкретного маршрута. Маршрут, как правило, что-то вроде слэш-фу или бар или поиск или тому подобное. Такой маршрут, как путь, который вы запрашиваете на веб-сервере. Слэш вообще быть по умолчанию. Так это говоришь в Python каждый раз, когда пользователь запрашивает. Слэш, домашнюю страницу по умолчанию, перейдите вперед и вызвать этот метод индекса. Технически, мы могли бы есть что-нибудь назвать. Но это хорошая конвенция. А отдача какая? Отображение этого шаблона. Иными словами, не просто вернуться на несколько байт «Привет, мир».
вернуть весь этот HTML-файл. Но это шаблон, в том смысле, что мы можно подключить в значение, как мы скоро увидим. Тем временем, Python, когда вы смотрите запроса /регистрации, не используя сделать по умолчанию при использовании посте. Что может произойти в представлении формы, идти вперед и называть этот метод называется зарегистрироваться. И просто как здравомыслие проверьте, давай сделаем это. Если запрос, который мы имеем, полученная форма в нем, что имеет имя ввод это пустой, равно цитата, конец цитаты. Или запрос мы получили форма, чьи поля в общежитии пусто. Затем вернуть этот шаблон вместо этого failure.html. В противном случае, вернуть успех. Другими словами, если пользователь имеет отправили форму, чтобы зарегистрироваться для спорта, и он или она не дала нам их название или их общежитие, давайте представим это сообщение об ошибке. Не позволяйте им зарегистрироваться, потому что мы даже не знаем, кто они или откуда они. Итак, мы собираемся отобразить failure.html. В противном случае, по умолчанию мы покажем success.html. Итак, давайте посмотрим, как это выглядит. Я собираюсь идти вперед и нажмите Ctrl, чтобы выйти из старой веб-сервера. Я собираюсь пойти в этот каталог первокурсницы ИМС. И на этот раз, вместо работает на Python. Вместо этого я собираюсь запустить колбу, беги. И тогда я буду просто супер конкретно здесь. Я скажу хозяину, что я хочу, чтобы использовать все возможности интерфейса. А потом порт я собираюсь использовать 8080. Хотя вы можете настроить эти по-разному. И я собираюсь нажмите Enter. Целую кучу вещей прокрутили на экране. Но суть его заключается в том, что обслуживает приложение флягу. Режим отладки ECS50 в среде IDE включен по умолчанию в данный момент. И сейчас мы готовы пойти. Если теперь я вернусь к моей веб-странице и перезагрузка, я еще на один и тот же URL. Но другой веб-сервер теперь ответы на мои просьбы. И это вроде в духе 1996-97, когда я реализовал это. Это то, что веб выглядел. И в самом деле, это может быть немного хуже. Итак, предположим, что я немного тороплюсь. Я просто хочу, чтобы зарегистрироваться для спорта. Я не думаю, что указать свое имя или общежитие. Позвольте мне нажмите зарегистрироваться. И я накричала на. Вы должны предоставить ваше имя и общежитие. И обратите внимание, где я. Если я смотрю на URL-адрес, я на тот же IP-порт. Количество, которое будет варьироваться в зависимости от того, где вы находитесь в мире и какие услуги вы используете, как CS50 в среде IDE. Но я в слэш-регистр, что маршрут. Все правильно. Позвольте мне вернуться. Позвольте мне идти вперед и дать им мое имя, по крайней мере. Давид. Зарегистрироваться. И вуаля. Я заорал снова, потому что хоть я предоставил мое имя, я не предоставлена общаге до сих пор. Так это, кажется, быть довольно облегченной сообщение об ошибке. Но позвольте мне сотрудничать. Позвольте мне предоставить как Давид и сказать «Мэтьюс» и нажмите кнопку «Зарегистрироваться». Ага. Вы не зарегистрированы. Ну, не совсем. Так почему нереально? Ну, это потому, что этот конкретный сайт не имеет базы данных еще. Нет места для хранения данных. Там даже не CSV файл. Нет функции электронной почты. Все это используется для сегодня продемонстрировать. Как мы можем проверить наличие форм представлений? Правильно, чтобы убедиться, что пользователь собственно предоставление этих ценностей. Так что если я на самом деле вернуться в CS50 в среде IDE и поехали в этот каталог первокурсницы ИМС, внутри которого находится каталог шаблонов. И взгляните на провал первое, что мы увидели. Теперь, это правда выглядит немного загадочно. Но на мгновение, заметить, что это расширяет то, что называется layout.html. И вообще, похоже, есть специальный синтаксис здесь. Так получается, что фляга поддерживает язык шаблонов. Это не HTML, это не CSS, это даже не Python. Это своего рода мини-язык сам по себе. Шаблонный язык, который дает вам простые инструкции и функции, которые позволяют динамически подключить и значения в HTML. Так они не должны жесткий код все. Итак, это говорю и колбу, пойти и получить. Файл шаблона называется .html и тогда. Подключите этот титул, и тогда это тело. Так заблокировать титул здесь. Обратите внимание на фанки синтаксис фигурная скобка со знаком процента. Знак процента с фигурной скобкой. Это в буквальном смысле говорю, колбу название этой страницы будет провал. И тело этой страницы в этом блоке здесь. Должно быть, цитата, конец цитаты, вы должны указать свое имя и общежитие. Между тем, если мы откроем .html, это похожее по духу. Но заметьте, он имеет звание успех. И он имеет тело, вы зарегистрированы. Ну, не совсем. Так что ничего интересного не происходит. Но это тело и этот титул будет подключен этот макет. Это другой файл шаблона. Так давайте теперь посмотрим на макет. Это выглядит более знакомо. Так layout.html это своего рода родители этих детей. Success.html и failure.html. И это потому, что я понял, при проектировании в сайте в первый раз, я не хочу, чтобы скопировать и вставить много подобного HTML. Я не хочу иметь HTML в каждый файл, на файл.
Заголовок в каждый файл, тело в каждый файл. Есть много избыточности, многоструктуры этих веб-страниц. Было бы неплохо, если бы я могу придумать. С генеральным планом, эстетика для меня архиважный сайт. А затем, на основании числа страниц просто подключите пользовательский заголовок. Просто подключите в собственный организм. И вот все это Funky Syntaxis делает. Она говорит, Эйкалбу, поставить тело вот этой страницы. И Эйкалбу, поставить название этой страницы здесь. Так опять же, это не имеет никакого отношения, чтобы сделать в Python как таковом. Ничего общего с HTML или CSS как таковой, за исключением того, что он. Это шаблонный язык, другой язык, используемый для действительно. Вставляю значение в этом случае. И это традиционно используется именно в этом контексте с Python. С CSS и в HTML. Это помогает нам держать вещи чуть чище и избегая. Много копировать, вставить. В форме, между тем, что мы первоначально видели. Пожалуй, даже более знакомых за исключением блока наверху. Он тоже распространяется layout.html. Он имеет название FreshIms. И тогда это довольно умного всего есть тека h1. Что вы можете вспомнить с пару недель назад. Это у тега форм. Есть BR для разрыва строк, выберите элемент и многое другое. И единственное, что немного здесь интересно заметить этого. Тогда как 2 недели назад, я жестко значение действий, как google.com/search. Или мой собственный файл, это хорошая абстракция, если угодно. В результате я могу сказать, в моем шаблоне дайте мне URL-адрес для моего маршрута зарегистрироваться. Сейчас реально, наверное, только слэш-реестр, потому что мы прилагаем закодированные в файле. Но было бы неплохо не обязательно жестко. Вещи, которые могут меняться с течением времени. Итак, этот URL-адрес это способ динамически задавать шаблонов языка, вы идете выяснить, что этот маршрут называется. И штекеры в соответствующие относительный URL-адрес здесь. Так что все первокурсницы имс на переднем конце. Какой откат? Ну для этого нам нужно посмотреть application.py. Опять же, это где мы начали. Когда я отправить по почте, это суперпростая HTML форма слэш-реестр, то есть. Этот маршрут, во-первых, это если условие выполняется. Если поле имя запроса формы пусто или его в общежитии пусто. Возвращение провал. Еще вернуть успех. Но это не особенно динамичный. Было бы неплохо, если я продолжаю говорить «динамичен», что все на самом деле являются динамическими. Итак, давайте посмотрим на последний пример. Теперь давайте повторно колбу в этом магазине под директорией, все еще на том же IP. Все равно на одни и те же порты, но сейчас служат различных приложений на одном. Действительно, когда мы сейчас обновите браузер, мы смотрите не сайте первокурсница МСМ, но супер простой сайт электронной коммерции. Веб-магазин, который позволяет купить видимые карты, бары и визы. Это просто форма электронной почты. Вот такие вот текстовые поля. Это всего лишь ярлыки на стороне. И эта кнопка «Отправить». И в корзине в конечном итоге происходит. Чтобы показать мне, как много из этих вещей я добавил уже в моей корзине. Действительно, давайте попробуем добавить одну фу, 2 бара и 3 визы. И нажмите кнопку «Купить». Я автоматически перенаправлены в корзину. И я просто вижу напоминание о том, что у меня есть одна темнушка, 1 бар, 1 баз. И давайте просто подтвердить, что это на самом деле. Позвольте мне идти вперед и продолжить покупки. И позвольте мне идти впереди купить более 10 карт. Нажмите кнопку «Купить». И действительно, это увеличивается, это правильно. И действительно, пока вы не можете совсем вижу, что я делаю на моей клавиатуре. Я жму «Перезагрузить сейчас». И ничего не меняется. Действительно, если я закрою окно и откройте его снова, вы увидите, что он сохраняет государство. Иными словами, независимо от того, я закрыть или открыть мой браузер. Это, кажется, вспомнив, что я получил 11 карт, 2 бара и 3 визы в моей корзине, так сказать. Так как мы реализуем эту функциональность. Ну, во-первых, заметить, что сам магазин супер просто. Это просто какой-то HTML шаблон, который имеет кучу полей ввода. Текстуально для карт, для баров и для визы. А также представить кнопка покупки. И он, как и прежде, распространяется layout.html. Какое это приложение имеет свою собственную копию. Повозка, тем временем, на самом деле довольно просто. И заметьте, что это приятно в этом шаблонизаторе. Это позволяет нам делать это. Это файл с названием cart. Это также происходит от этой разметки. А у нас этот тек h1, вот что говорит телега. А сейчас обратите внимание на этот язык, шаблон выглядит здесь довольно как Python. Имеет товар в корзину. И это позволяет мне, используя этот курчевый скобочная нотация, 2 из них слева, 2 из них справа, для подключения. Количество полей этого объекта элемента. Так и кажется, что у вас есть какой-то список. И элементы в объекты внутри этого списка. И это дает мне количество полей внутри этой структуры. И полями внутри этой структуры. И вот почему я вижу 11 фу и 2 бара и 3 баз в моем шаблонизаторе. Здесь. Мне просто интересно, за что, видимо, это моя корзина. Теперь это предлагает вопрос, что это за корзина. И по этой последней детали, мы нужно посмотреть application.py.
Так как и прежде, мы создаем приложение фляга сюда. Но мы также настроить его свойство называется секретным ключом. Согласно документации по колбе. Вы, наверное, не стоите использовать значение шаша. Но пока мы будем держать вещи простыми. Но этот ключ, короче говоря, является и используется для обеспечения с высокой вероятностью. Безопасность сессии корзины, которую мы используем. Эта линия здесь снова объявляет маршрут слэш. Указание мы хотим только принимает джет и пост. Оказывается, есть и другие глаголы, как ставить и патч и другие. Но мы собираемся игнорировать эти сейчас. И если она просила назвать этот способ хранения. Между тем этот метод говорит, что если метод запроса это пост, то есть. Если пользователь отправил форму не по вам, а по почте. Идти вперед и перебирайте 3 возможных пунктов. Что мы продаем хранить таким образом, фу, бар и бас. Если товар не уже в сессии. И вы можете думать о сессии, как в нашей корзине. Это особый объект словаря, что позволяет хранить ключей и значений в хэш-таблице сортов. Затем пойти дальше и добавить к сессии корзине, что товар фу. Или бар или бас, а потом как целое число и карт или баров. Или бизе, что пользователь просил через форму. Мы называем int здесь эффективно кастинг, чтобы это значение. Потому что получается HTTP, все эти сообщения туда и обратно. Все это время чисто текстовой. Так что даже если он выглядит как 10 или 1 или 2 или 3, те, которые на самом деле струны. Так вот, используя int преобразует это целое число. Так что мы на самом деле хранение чисел, что мы можем сделать простой арифметики. В противном случае, если фу или бар или баз уже был в корзине. Идти вперед с Python плюс равный оператор, который также было, и просто инкремент, что считать от 1 до 10, например. Как я сделал минуту назад. А затем перенаправить пользователя на любой адрес для маршрута в корзину. Другими словами, после того, как лишь что-то добавить в корзину. Давайте просто покажите мне корзину прямо сейчас вместо того, чтобы показать мне форму заказа. Вместо. В противном случае, если пользователь запросил эту страницу через JET, идти вперед по умолчанию и просто вернуться в store.html, который. Это простая форма, которая содержит текст поля и числа и карты бары. И бизе, что вы, возможно, захотите купить. Между тем, корзина реализована в этом приложении следующим образом. Вот маршрут для слэш-тележка, в котором случае метод называется тележка называется. Затем мы объявляем внутри этого метод пустой список называется корзина. И тогда, как и прежде, мы пройдем более доступные элементы. В нашем магазине FOO и бар и бас. И что тогда нам делать? Мы просто присоединить к этой тележке этот объект списка, следующий. Мы добавляем то, что называется словарь хэш-таблица, коллекция ключевое значение. Пар, просто связав название с товаром надлежащим образом оприходованы. И количество связанных с учетом фактического количества. Из этих пунктов в моей сессии. А потом мы возвращаемся в этот раз не просто шаблона по его имени, cart.html. Кроме того, мы оказываем cart.html, проходя в этот шаблон. Переменной называется корзина, значение которого также корзину. Другими словами, эта переменная это будет называться корзину. И это будет равно, чтобы этот список. И именно эти 2 строки здесь в цикле for, что добавляете набор пар ключ значения. Так что мы знаем, сколько карт у нас есть, сколько баров и сколько визы. И вот почему в cart.html делать у нас есть доступ к линии 9. Вот список повозку, что мы можем итерировать. Так что нет, мы только начали поверхность того, что мы можем сделать. Но теперь у нас есть язык, с помощью которого мы можем выразить эти новые виды услуг. Теперь у нас есть сервер, что позволяет нам выполнять PyThon кода не только в командной строке, но и через HTTP включите протокол TCP/IP, а в целом за сам интернет. Так что теперь, используя этот язык и только база данных. И только на стороне клиента язык называется JavaScript и многое другое могут. Мы начинаем строить очень разные сайты, с которыми вы, вероятно, уже знакомы и через них каждый день на ваши ноутбуки и телефоны. Мы только сейчас начинаем погружение в веб-программирование. А на следующей неделе мы добавим обратно кончиться тем, что мы можем на самом деле. Все это и многое другое.